Здорово, всем привет! Ассаламу алейкум, доброго вечерочка, точнее дня. Привет. Всем ассаламу алейкум, да? Сегодня будем смотреть на самые лучшие интересные игры с азиатского МПЛа. Не только индонезийского, поскольку есть еще филиппинский, где одна из команд, которая выиграла чемпионат мира М2. Собственно, на экранах слева. Вот. И также будут индонезийские МПЛ, игры с него, в которых будут участвовать одни из самых лучших команд на данный момент. Музыку чуть убавь. Так уж и будет. Чуть убавлю. В Малайзии МПЛ тоже есть. Ну да, там много где есть. Там и в Мьянме есть МПЛ, там и в Малайзии. Но мы будем смотреть самые интересные игры, поэтому вот. Ну, я думаю, давайте будем уже начинать потихоньку. Начнем с пиков. Сильвана, Бенедетто ушли первыми. Нет, сначала пикнуты Сильвана, ответили потом Оники. Оники, замечу, что филиппинские, не индонезийские, но также очень сильная команда. Они долгое время были на Филиппинах топ-1. И кто помнит М1, они там себя еще показывали очень сильно. Соответственно, сейчас это очень сильное противостояние и будет решаться, по сути, кто в Филиппинах топ-1, а кто топ-2. Еще бы чуть-чуть убавить? Не, я думаю, нормально. Ладно, так уж и быть, еще чуть-чуть убавлю. Вот. Поехали. Стартует у нас игра. Бренны начинают возле вазона. Файт. Замечу, что у них Бенедетто в мид. Кто-то мог подумать, что она пойдет на сайт, но нет, она в мид. И если дать ей расформиться, то может грязь какую-нибудь исполнить. Так, у нас видим, Матильда исполняет небольшой инвейт на баф Роджера. У нее не получается. Роджер отдал смайт, кстати, попытался засмайтить. Не засмайтил, по-моему, Хилищева. И Бенни в итоге с большим количеством опыта уходит на свой синий. Она потеряет около там 3-4 секунд, но за счет того, что скорость передвижения у Бенедетты больше, она компенсирует в итоге, потому что сейчас она на красный только-только пойдет, а Роджер уже там. Видим, что Матильда с Чане разменивается по хпшке, Чане пыталась там что-то забрать, не забрать. В итоге просто отошла, получив порцию первого скилла от Матильды. Напомним, что он довольно сильно апнут сейчас. Но зато по миньонам может кастоваться. Так что, смотря в какой ситуации он апнут, да. Видим, что Чу разменивается с Матильдой по хпшке. Чуть-чуть выиграла, я считаю, тут. И сможет ли Роджер что-то сделать на топе? Ну, я не думаю, что ему тут что-то надо делать, потому что черепаха на боте. Соответственно, вот тут чуть-чуть еще подформит и пойдет на бот просто. Правда, он не дал четвертый Халиду, что спорным моментом является, на мой взгляд. Лапа-то будет с четверкой. А у команды Оников не пакет. Ну, кстати, пакет вот-вот апнет. Вот, уже апнул четвертый.
Но Халид не апнет еще четверку, а черепаха уже резнулась. Плюс Бенни уже начинает эту черепаху. Успеет ли команда Оников на эту черепаху? Взрывают черепаху очень быстро. Лапа врывается по Роджеру, стан от Сильваны, также по Роджеру и убивает Роджера. У нас тут также минусуется Чу, но 2 лоу хп есть. Убьют ли Лапу или Сильвану? Сильвану да. А вот Лапа под вопросом. Так, ну тут Карл Тизи должен добирать этого Чу. Да, добирает он. У Бенни очень все отлично идет, поэтому неизвестно, как тут будет выбираться из всего этого команда Оников. Одна черепаха отправляется уже в копилочку. Так, тут файт непонятный на синем бафе. Кстати, забирает синий у нас Роджер. Ониковский. То есть сам свой баф забрал. Не получилось у Бенни присануть его на бафе. Его же. Вот. Ну и в итоге, по сути, у Бенни уже почти 2 левела должно будет быть. За счет черепахи и за счет того, что она быстрее выфармливает. Плюс к этому еще то, что Роджер умирал, а Бенни нет. Непонятный ганг у нас на топ, на Халида. Ну, по идее, он ничем не закончится, потому что Халид просто выхилится. Даже может еще и убьет тут, если Роджер повезет. Скиллы прожать хорошо. Так. Роджер направляется в мид. Кстати, вот уже левел есть, 1 на Бенни плюсом. И пытаются поддавить топ у нас команда Бремер. Посмотрим, как у них это получится. Решил отойти Бенни просто в мид, дальше фармить. Плюс черепаха у нас на боте также резается очень быстро. Напоминаю, что 2К почти перефарм уже за командой Бремер. Да там уже больше, даже 2К. 2400 где-то. Почему-то не занимаются кусты возле черепахи команды Оников. Но и не особо и хотят забирать, кстати, черепаху тут. Роджер, кстати, смайт довольно ужасно прожал. В итоге без смайта, ну, как и Беня. Но зато Беня забрала баф. Так, тут у нас, кстати, Роджер минусуется. Все ужасно для команды Оников. Мидер минусанулся ни за что. Еще и баф синий забрала Беня. Так, тут вырывается Халид. Будет ли что-то? Чанка поддерживает. Ну и тут ничего особенного, по идее. Правда, черепаху не решились забирать. Что может плохо повлиять, кстати. Ну и опять же, стартуют обратно. Поняли, что все у них хорошо. Чане без ульта. Халид без ульты. Почему бы и нет, правильно? Плюс Карл Тизи отхилился очень сильно. Уже, кстати, 8-й левел. Пока что на 1 левел только опережает Роджера. Но по голде уже 3К почти перефарм. Так, уже 2 левела перефарм от Карл Тизи. Кстати, практически топор у него есть. У Роджера же только 1 лесной. И по фарму у него перефарм на 1300, чем у Роджера. Больше голды от Карл Тизи, который на Бене. Врывается тут Матильда не особым лучшим образом. Выпинывает чуть Беню, но тут ничего не будет по Бене. А вот Матильда, да, умирает у нас тут. Без щитка она была. Ну и в принципе у нее очищ, можете видеть, да. Попытка на бот что-то сделать от Роджера ничем не увенчалась. Потому что Лапа просто задефал всех крипов. И все хорошо у него на боте. Перефарм у нас тут 3000, по-моему, сейчас будет. После миньончиков этих ульта от Бенни. Тут ничего не должно случиться, по идее. Потому что очищ вот-вот у Фаши бэкнется. Об этом есть информация, скорее всего, у Оников. И они не пытаются даже выбить. Потому что могут умереть за это. Так, умрет ли мать? Ой-ой-ой, хорошо. Умирает у нас тут Чанка на крополях, но умирает. Поддушивают мид тавер. И отправляются на бот, по-моему, сейчас. Потому что могут поддавить еще больше, но черепаха на топе, и лучше все-таки под черепаху стать, на мой взгляд. Также Карл Тиси идет забирать свой красный просто, и после бафа уже сможет спокойно идти на черепаху. Всем привет, кто только подтягивается.
Может сделать свой голос чуть громче, а музыку чуть тише. Да я и так вроде громко говорю. Или еще добавить. Так, черепаха тут спокойно отдается Бенедетте. Уже третья черепаха для команды Бренов. За это, кстати, забирают у нас тут Оники Бот Тавер. За него не особо и дрались, по сути. Я так понял, Брены планировали драться за черепаху, если Оники бы это захотели. Перефарм уже 3К, кстати. Так, ну тут должен мид забираться, по идее, даже при том, что Чанка пытается тут его задефать отчаянно. Может ли умереть? Да, добивает ее лапу. Вот. Так, стоп. Я думаю, так точно меня не будет музыка перекрывать. Едем дальше. Эти Брены М2 выиграли? Да, именно эти Брены выиграли М2. 6-2 счет против Оников, которые показывали себя очень хорошо на М1. Вот. Перефарм 4К скоро уже будет. Мягко говоря, у команды Оников не все хорошо, потому что Роджер не так быстро фармит, как Беня. Также у Бени уже 12, у Роджера только 10. А если посмотреть на остальную команду, то там вообще 8 левела. И против 12 левела Бени, ну, ой, как неприятно. Там уже третья ульта вкачанная на Бени. Напоминаю, дамажит очень много. Плюс фарм. Беня в дамаг идет. Ну, поскольку мидер она. Так, тут должны поддушить бот, потому что Беня, видим, направляется сюда же. Плюс 3 игрока от Бренов, но Оники вроде бы хотят дефать с Чанкой. Правда, она еще не отдает ульт почему-то. А вот Фаша ультует, Матильда ульта, Беня ульта и минус 1 пакет. Ну, можно было бы еще и Чу забрать, я думаю, но даже так Брены заберут бот тавер, поскольку 4 в 3 просто Оники отдают этот тавер уже. Кстати, тут загуляла Сильвана, а нет, флик отдаст все-таки и выживет. Ну и тут уже хотят даже Т1 забирать и забирают, соответственно. Так, тут у нас должен умирать Халид, по идее. Чуть-чуть выжил на крополях. Четыре наши, да-да-да. Другие из Оников намного сильнее, чем эти. Ну, по сути, да, потому что это филиппинские, а те индонезийские. Но, опять же, они друг с другом, по-моему, не играли особо часто. И нельзя прям так сказать. Ну, даже эти Оники очень сильные. Так, Роджер у нас собирает ветер. Очень плохой айтем, когда твоя команда проигрывает по фарму почти 6000. Видимо, у Бени уже 3 слота, причем третий слот это зеленка, которая очень дорогая. Ну и пожелать можно Роджеру удачи. 3К перефарм у Бени в сравнении с Роджером. Это очень много, кто не понял. Чанка ульт в мид, просто чтобы задефать пак. Ну а там особо и никто и не хотел забирать этот мид. Видим, что 4 игрока Оников на боте, а 4 игрока Бренов на топе. Пакеты не заберут точно, а вот Сильвану, я думаю, можно тут забрать будет. Успеют ли они это сделать и выжить? Вот в чем вопрос. Матильда ульта по Чанке, но там не особо много дамага. Бенни ульта в танка. Проказ в Чане, флик Чане. Так, ну тут Матильда точно умрет. И выживет ли Бенедетта? Вот в чем вопрос. Тут 4 игрока Оников. Стан будет или нет? Просто дамагом захавали. Ну, плюс пакет чуть-чуть небольшой стан дал. Так, тут живет Лапу очень долго. Фаша ульта. Ну, Лапу разменяли в Халида. Неплохо. Этот Лапу живет тут уже просто миллиард времени. А это, я напомню, потому что ветер на Роджере. Дамага очень мало. Нужен ли антихил в этой игре Оникам? Конечно, нужен. Вылетает у нас Матильда по Чане, но тут ничего не будет. Почему нужен антихил? Потому что Бенедетта выхиливает себе просто тонну хп, просто с 1/1 по 3 крипам. Лапу-лапу, вот в том файте вы сами видели, сколько он жил. И как бы Сильвана также щиты чуть-чуть уменьшатся, Матильда там также щиты уменьшатся. Антихил 100% нужен, но Чанка, мы видели, собирает у нас третьим кристалл, и антихила там пока что нету и в помине.
Поэтому смотрим. Выровнялись опять у нас все команды. По игрокам имеется в виду 5 на 5. По фарму нет, конечно же. Там нету даже ББ на Роджере, а на Бене уже скоро будет Кираса. Так, Беня пытается у нас тут найти килл хоть какой-то. Кираса, кстати, собирается уже на Беню. И остается ласт слот для Бени. На Роджере только 3 слота. То есть на 2 целых предмета у Бенедетты больше. Врываются у нас тут по Халиду, но не так просто это будет сделать. Но все же умирает он. Размен есть в лапу. И также тут есть Матильда с Сильваной. Сделают ли что-то они. Так, Беня вгрызается у нас в Роджера. Вообще не хочет отпускать. Минус Роджер. Будет ли еще один минус для команды Бренов тут? Стан по Чу, продолжает Фаша, но нет, выживает все-таки. 3 в 4 остаются команды. Ну и скорее всего просто на лорда пойдут, потому что у Бени оверфарм. Чанка ульта. Так, тут можно забрать, кстати, Фашу. Да, этим и занялись. Минус Фаша, ну чуть-чуть не дождались Беню, которая была на синем. Беню ульта забирать должны тут пакета. Ну, также Чухана, потому что дамага больше и нету, когда Чанка без ульты. Ну и в итоге за Фашу два танка, по сути. Ну, пакет такой, танк-дамаг, скажем так, да. Чтобы твоим лучше собирать Роджеру ББ. Ну, можно ББ, можно зеленку, можно, к примеру, еще Кирасу собрать как вариант. Так, файт начался у нас тут. Файт в пользу Бенедетты, то есть Бренов, чемпионов М2. И, как мы видим, Брены выигрывают этот файт. 1 в 3, 1 в 2, извиняюсь. Третий выжил Халид, но он не будет контестить. Тут уже, скорее всего, лорда. Глупо было бы с его стороны. ГСВ лучше, но в этом матче у них овер сильное отставание. Ну, я бы не сказал, что ГСВ лучше, при том, что такое сильное... Я же говорю, ГСВ хуже, потому что отставание ужасное. Ты меня вообще слушаешь? Смотрим билды. У Бени, кстати, уже full слоты. 6 слотов и пистолет ласт слотом спорно, но может зарешать. У Сильваны, кстати, антихил, а Матильда также в танка. То есть, по сути, в 2 танка, и Сильвана еще антихил просто собрала, чтобы в команде был антихил, и Фаша была full дамаг. Подходит у нас лорд по топу. Фаша должна тут кастовать, да, кастует. И тут должны забирать Халида, слишком много дамага. Но лапу будет без ульты на лорде. Смогут ли с ним зайти? Команда Бренов. Ну, я думаю, спокойно смогут. Тут у Тавара просто на проказ лорда. Мид сейчас дефает один пакет. Его должны забирать в пятером то. Он флик прожал и выжил, все нормально. Фаша у нас бомбардировку устраивает. Так, отличная ульта Бенни по двоим, даже троим, по-моему. Но пакет вышел из ульта. Минус 2 для команды Бренов. Минус 3. И не успевают похилиться Чу и Роджер. И в итоге это минус трон. Поздравляем команду Бренов с победой. Горящий с ветром. Ух, ульта Бенни с иглы. Там ульта Бенни просто шикарная была. Так, ну и тут какие-то пролаги самой трансляции. Если что, это не у меня пролаги. Смотрим МВП, конечно же, Бенедетта. Просто шикарная игра от Карл Тизи. МВП М2. МВП проигравший получает у нас Чанне. 3 серебра также у нее в команде. По дамагу. Топ-1 дамаг в карте, конечно же, Бенедетта. Очень хорошо у нее тут все было с дамагом. У команды Оников топ-1 дамаг все же у нас пакет. Несмотря на то, что сколько там Чанне вливало дамага, но все же чуть-чуть пакет обогнал. Ну и в принципе, я все рассказал вам по этой катке. Можно переходить к следующей. То, что тут было сразу 2 танка, по сути. То есть это была и Сильвана, и Матильда. Только просто собрала Сильвана антихил чуть попозже. И в итоге все у нее было хорошо. Переходим на вторую игру Оников против Бренов. Напоминаю, счет 1-0 в пользу Бренов сейчас.
Лучше было бы Б здесь собрать Роджеру, но я считаю, да, было бы побольше дамага хотя бы, когда он соберет первый предмет. Так, видим пик. Лои в миде саппортом от команды Бренов, Люнакс от команды Оников. Также Роджер у нас опять же в миде и Карл Тизи на Бене. Видать, не особо впечатлил Карл Тизи на Бене Оников и решили еще раз отдать. Ну и на Роджере показать более лучшую игру, видимо. Может, у него на этот раз чуть получше пойдет игра. Кстати, на этот раз команды не захотели забирать хилищего. Чуть-чуть, да, вот тут продамажили Чу на пол хп за счет пакета и Лои. Но зато у команды Оников есть Уранус на лейт плюс Алиса. Это очень сильный сетап. Чу приходится поражать тут флик. Кстати, за счет вот такой ротации стоит подметить, что по сути Беня вообще ничего не теряет. Никакой секунды. То есть вот она уже на красном, и вы можете видеть, Роджер тоже на красном. Соответственно, по времени все идеально. Вот. По времени все идеально, но плюс Беня быстрее перемещается, плюс танк команды Бренов, то есть пакет, там напрягает с Лоишкой Роджера, и у Роджера не особо льется сейчас фарм, потому что у него, видели вы, забрали зеленого, плюс на топе Роджер не забрал зеленого, а Беня в это время запылесосила весь свой бот, плюс монетку, плюс еще и зеленого на боте вражеского. Роджер врывается в Лоишку, что-то не стал продолжать. Здорово, Сава. А индонезийский МПЛ будет? Конечно. После вот этих игр будут именно индонезийские катки. Кстати, не заметили, что против Урануса стоит у нас Ангела. Ангелу апнули в предыдущем патче. Ну, для кого-то ап, для кого-то нерв. И файт на черепахе у нас намечается. Тут, ну, минус точно должен быть танк команды Бренов. Один слишком уж в себе он был уверен тут. Просто подошел один в четверых. Ульта Лои у нас прочекивает черепаху, и она же и залетает еще, но тут может быть габельная, 3 в 4-то. Кстати, Карл Тизи засмайтил, по-моему, черепаху. А, нет, извиняюсь, нет, это щиток Ангелы был, и под Ангелой просто минус 2 на ровном месте от команды Бренов, а черепаху все же забирает у нас Роджер, извиняюсь. Я подумал, что щиток от черепахи на Карл Тизи, а это все-таки нет. Роджер забрал, засмайтил черепашку. На боте у нас пытаются продамажить Уранус, Ангела плюс пакет. Ну, Чу просто страховочный на бот пришел, чтобы, если что, не убили Урануса, и у него все продолжалось хорошо. На топе Роджер пытается подфармить у Эсмы что-нибудь. Так, ну тут у нас сильно продамаживают Урануса. И должен уже отправляться в мид, потому что Уранус просто на базу, поскольку у него нету маны, чтобы кастить скиллы. Так, выбил, кстати, Чу у нас тут из ульта Лои. Очень хорошо у нас выпнул Чу. Ну и просто Люнакс поддержал, и убили в итоге Лои. Минус 1, опять же, для команды Оников. Не перед черепахой она успеет резнуться, прийти, да. Но все равно приятный бонус для команды Оников. Ульта от Эсмы у нас по Роджеру. Пол хп она ему сняла, но на топе уже Уранус запушил пак, и Эсма потеряла одного крипа. Это 45 где-то голды, ну 50 там максимум, да. На боте видим 3 игрока Оников против двоих Бренов. Могут забрать, кстати, поддавить Ангелу. Но, скорее всего, не будет, поскольку черепаха на топе все же, и нужно к ней стягиваться и не отдавать просто так ее. Что конкретно сделали с Ангелой в последнем патче? Увеличивали урон с первого скилла, но уменьшили замедло. Так, ну, кстати, за черепаху решили все-таки убить Ангелу на боте. Додушили, скажем так, да. Тут немножечко побоялись ульты Лои, но там в итоге никто и не тэпнулся особо, и, соответственно, могли забрать тут Оники вышку, но они не знали, кто тэпается и будет ли кто-то тэпаться. В итоге никто не тэпнулся, да. За это время все, Карл Тизи забрал себе черепаху.
Перефарм мы видим, что на стороне Оников, даже при том, что две черепахи забрали Брены. По билдам Уранус уже с Оракулом. Ангела мимолетку собирает антихила, пока ни у кого не намечается у команды Бренов. Люнокс с часами должна сейчас будет пойти в антихил, кстати. Потому что также ей нужен будет в этой катке антихил для Люнокс Бенни, Пакета, Ангелы. Нет, то извиняюсь. Да я все еще думаю, что там Беня забрала ту черепаху из-за Ангелиной ульты. Так, тут нас забрали, кстати, Ангелу на боте и Урануса, соответственно, на топе. Размен просто сайдерами. Тут Пакет что-то пытается, но, скорее всего, его убьют. И также заберут еще Тавер. А на топе у нас Эсмеральда, скорее всего, заберет, потому что я пока не представляю, каким образом можно задефать топ-тавер. Ну, а на боте, кстати, можно и пойти еще и в Т2. Правда, Ангел уже резается, но что она сможет сделать Роджеру, у которого есть фарм? По идее, ничего. Смогут ли сейчас реализовать что-нибудь? Ну, уже вышла команда Бренов. Пакет уже идет на помощь своей Ангеле, поэтому тут особо ничего и не придумаешь. Могут ли забрать тут у нас Эсму? Я пока не понимаю, потому что эти щиты бесконечные на Эсме, плюс Ангела видим, что уже держит ульту. За это все время Карл Тизи забирает баф у Роджера. Вот насколько нагло. Ой-ой-ой, он еще тут и Люнокс решил забрать. Там Люнокс что-то поверила в себя, в итоге чуть не умерла. Ангел, видимо, хочет ультануть. Зря, по-моему, ульт, потому что тут ничего особого и не было. Убьют ли Роджера? Ах, да, убила! Кстати, она его сейчас убила только благодаря тому, что у нее первый скилл апнутый. С нынешним дамагом она его убила. Без такого дамага она бы его не убила. Видим, что тут уходит черепаха в копилку Бренов. Легчайшее, я бы сказал, потому что Роджера убили. Уранус ничего абсолютно не смог бы сделать. Но я пока что не вижу у команды Бренов, чем убивать Алису или того же Урануса. Ну, Алису там еще как-то можно размансить, замедлить. А вот Урануса я вообще не представляю, как можно тут убивать. Поэтому будут проблемки у команды Бренов в лейте. Что с крипами, почему они на карте красно-голубые? Это баги карты самой. Вот. На топе у нас сделался килл, кстати, Алисы. Так, Пакет напрягает тут немного в миде Люнокс, но сам также продамажился. Чу выходит на Луи, пинает ее, и ничего не происходит, по сути. Ангелу тем временем убил на топе Роджер. Минус Чу по-любому. И еще и синий баф заберет у нас тут Беня. Беня, Карл Тизи очень сильно сейчас показывает себя на Бене, на мой взгляд. Даже не хочет красный отдавать. Вы посмотрите, насколько жадный Карл Тизи. Он еще и красный у Роджера забрал. Ну, кстати, тут уже словили и Карл Тизи. Люнокс сказала, я уже устал от этого, и забирает просто Карл Тизи. Следом у нас улетучивается Лои, которая пыталась помочь своему мидеру. И 4 игрока Оников даже ее сбрили, не почувствовав. Не хватило Пакета на этом файте. Не хватило Бренам, потому что Оникам всего хватило. Почему ее не банят Беню? По разменам, по банам вот так выходит, что в итоге Беня открыто остается. Я не думаю, что в третьей карте мы увидим Беню. У Люнокс ульта, на Эсме видим мы ульта Ангелы. Она живет спокойно пока что, потому что антихила я не вижу до сих пор. Может ли тут умереть у нас Эсме? Вот в чем вопрос. Так, Чу у нас со флика улетает первым скиллом, но тут нет, абсолютно нету дамага по Эсме. И также еще Чу и умрет. Ошибка от Чу, несомненно ошибка. Встал лорд. У Люнокс тут есть по-любому еще светлая. Карл Тизи тут зря что-то пытается. Только продамажился по хп, потерял чуточку времени, за счет чего Оники могут выбивать пространство под лордом. Уранус спокойно может тэпаться на базу, вернуться и так далее. То есть время очень важное. Очень важное. Карл Тизи тут потерял слегка. Мы просто видим бесконечные ганги на эти бафы Роджера. Кто-нибудь задефайте поплес ему баф. Просто идут и забирают бафы. Смогут ли что-то сделать с Алисой? 4 игрока Бренов.
Ну, видим, что Карл Тизи хочет, но уже игра в том ключе идет, что некому убивать ни Урануса, ни Алису. Кстати, пакеты там уже хорошенько пробивать должны, поскольку еще Чу ультанул в него. Но еще живет, все, умирает. Алиса зимний прожала, еще живет, еще чуточку, еще и убивает у нас Луи, еще и выжила. Так, Ангела под Бенедеттой. Ну, над, окей. И Люнокс ульта по Бене. Но вот, кстати, вот этот Алиса, которая выжила там на лоу хп, сейчас убивает и Беню, и еще плюс к этому еще и Ангелу. Потому что если бы там не умирала Беня, я думаю, и Ангела бы тоже не умирала бы. Пытается еще выжить. Люнокс просто перфект игра. Закомбэчила для своей команды эту карту. Ну как закомбэчила? У них и так все ровно было, а плюс этот мув, в итоге все хорошо у них стало. Чуб отпушивает мид. И Роджер только-только встает с респа, бежит. Я хотел сказать на бафы, но бафов нету. А когда они есть, там Карл Тизи есть. Небольшая смешинка, да. На топе почти запушился тавр крипами. Люнокс у нас собирает, хотела зимний, но продает сейчас, видим. И собирает, скорее всего, либо... Тут много чего может получиться. Скорее всего, кристалл, я думаю. У Карл Тизи мы видим не настолько гораздо больше перефарм, чем у Роджера в этой катке. То есть тут 400 голды, но это вообще фигня. Особенно если учитывать, что у него зеленка, а Роджер зеленку мы видим абсолютно не собирает. И вот в данной катке ГСВ для Роджера очень хорошо должно зайти, потому что у него все хорошо по фарму. Или жезл. Да там много чего можно собрать, просто овер много чего. Из этой комбинации маленьких айтемов, да. Но на данный момент просто абсолютно нечем пробивать Уранусы. Он еще и с книгой, то есть у него мана теперь не будет кончаться. И как его убивать? Как его убивать просто? Я вижу только комбу с Луи, где она там 5-6 раскастовок дает пассивкой, но это просто невозможно. Максимум 2 можно спокойно дать. Ну и это хорошее раскликивание скиллов будет, да. Поддавливает у нас бот, но там ничего пока не светит команде Бренов, потому что Алису не убить, она со снежным жезлом. Зимним, извиняюсь. Луи с замедлом. Ну вот. Ну, что ты сделаешь этому Уранусу? Кстати, у нас Ангела ультует, и там у нас происходит файт на лорде по-любому в пользу оников, потому что 3 в 4, ну, по-любому должны выигрывать. Ну, кстати, я говорю, по-любому должны выигрывать, а пока что файт идет в пользу Бренов полностью. Минус 3 для команды Бренов, минус 2 только для команды Бренов и минус 3 для оников. Должны добирать тут Алису, минус 4, по сути, для команды Бренов. Очень хороший размен, 2 в 4. Можно забирать лорда, но вот этот Уранус гадкий, противный, будет мешаться нам. Опять забирает вражеский баф Карл Тизи и подходит к лорду. Ну, по идее, лорд просто спокойнейшим образом должен забираться, но по таверам мы видим все плачевно у команды Бренов. Даже при том, что они выиграли только что файт. То есть на 3 тавера команда оников сейчас опережает команду Бренов. И даже за счет этого лорда она максимум, что сможет сделать, так это выровняться по таверам. Речи вообще не идет о каком-то Т3. То есть Т3 по-любому не должен упасть, потому что сейчас просто Уранус пойдет на одну линию, либо Алиса задефает полностью один пак большой. В итоге линию можно спокойно оставить будет. И просто задефают лорда все вместе. Видим мы фулл слотовая уже Эсма. Скоро уже Беня должна быть также фулл слотовой. Кстати, у Роджера почему-то вообще не фулл слоты до сих пор. Возможно, это связано с тем, что у него 3 смерти. А у Бени всего лишь 2. Ну, у них там разница особо небольшая. По голде там 1900, это один предмет. Ну, при том, что у них уже фулл слотовые практически все, это не особо большая разница. Видим, мы в мид залетает Эсма. 2 игрока дефуют от оников этот мид. Но уже нужно продавать, потому что тут что-то плачевно для Алисы. Кстати, ее не добрали. А вот это 3 на топе и на боте. Смогут ли забрать их? Ну, на топе мы видим, что уже все практически задефано. Да, все задефано. И бот. Бот дефается. Чу, отличный влет. Минус 2 будет. Можно ли продолжить здесь по Луишке?
Карл Тизи говорит, нет, нельзя, и сразу же убивает Роджера за это. На одном хп выживает у нас Луи, но товара задефаны. И в итоге выходит даже в плюс на 1 тавер. Алиса Зимний добрать должны по-любому. Я пока что не знаю, как они будут дефаться. И опять же, почему-то файт в минус. Что-то неправильно прожимается. Что-то не получается у команды Оников. При том, что уже практически скоро лейт будет. А до сих пор лейт-персы не могут реализовать себя. Минус 2 Т3. Беня ульт в пак. Скорее всего, хотят уже заканчивать катку. Смогут ли закончить? Большой вопрос, потому что Чу у нас на страже порядка. Минус Чу, скорее всего, будет. Ой-ой-ой, как он выжил тут на одном хп просто. Уранус дефает ценой смерти даже этот мид. То есть трон. Беня просто без крипов уже запушила бот. Минус все Т3. Файт продолжается. У нас Лоишка просто хочет улететь с Бенедет. Она опять улетает на одном хп, но уже с Бенедеттой. Отличная реализация Луи ульты, кстати. Еще бы отличнее было бы, если бы Роджер полетел за ними. Это вообще было бы жестко. Ну и более или менее отдефали, да? Более или менее. То есть можно было вообще слить игру. Игрок на Бенни имба. Так это Карл Тизи. Карл Великий его уже можно называть на самом деле. Опять же забирается у нас синий Роджера. Это вообще уже никого не может удивлять. Пакет фулл танка. Фулл мага, кстати, Ангела, потому что до мага команде не хватает. Уранус также все фулл танк сейчас должен гнать. Алиса с проником. Не часто такое увидишь, да? Чу фулл танка также. Ну, это все стандартно. Смотрим, как будет сейчас дефаться команда Оников. Одна игра отделяет команду Бренов от победы над таким грозным соперником, как Оники. Спамит Эсма стикер Оников, кстати. Почему Роджер не покупает меч охотника? Ему он особо и не нужен. Там не особо много хп, кроме Эсмы и пакета. Ну и, видимо, считает, что не нужен. Файт у нас намечается. Тут пакет играет по Алисе. Но пока что в плюсе что-то команда Оников, на мой взгляд. Плюс у них фонтан рядом, просто выхиливаются и все. И все на этом. А Ангела уже без ульта. Плюс пакет без хп. Лорд уже встал. Можно за лорда будет что-то комбинить. Не, это не тот самый Карл Тизи, которого опрокинули тиммейты со скином на Ланс. Так, у нас Бенни ульта по Алисе. Алиса не хочет умирать, убивает даже Луи при этом. Зимний жезл. И живет, ну, очень долго. Команда слишком долго подходит. Наконец-таки Роджер, видимо, на 6 слотах уже начинает импакт носить у нас. Ангела без ульты. Добивается еще у нас Эсма. Это будет минус пакет по-любому. Ангела там пытается, хочет ультануть, но эта ульта будет бесполезна. Но я бы уже ультовал. Куда ей еще дотратить ульту? Там 30 секунд до Луишки, которая особо ничего и не принесет. Ну, это будет лорд, и, скорее всего, вот с этим лордом Т3 точно должны сносить Оники. Бескомпромиссный лорд, по-любому, это за Ониками. Еще раз давайте посмотрим на этот файт. Тут просто Алиса живет, ну, я не знаю, часа 3 жила точно. И в итоге принес все-таки такой отыгрыш от Алисы. Плюсы своей команде. Видим, мы тут Роджер залетает и всех просто ломает. Сначала Беню, потом Эсму. И там допинывают уже пакетом. Вот. По скину на Ланса, по-моему, все-таки решили сделать скин на Ланса, а не на Чу. Но там посмотрим, что выйдет, кто выйдет. Скин на Чухана тоже хотелось бы видеть, потому что это очень популярный персонаж, да. Не, по итогу пока непонятно, кто какой скин выбрали. Кто-то говорит, что все-таки Ланс, кто-то говорит, что нет, все-таки Чу. Но мы не об этом. Заходит у нас команда Оников под Т2. Т2 вообще не дефается 100%. В лорда отдалась ульта, но всего лишь 5000 хп ему сняли. Довольно маловато. Там уже залетает Чу по Луи. Ульт довольно такой себе. За это время Роджер у нас запушил мид. Лорд до сих пор живой, 10 000 хп почти.
Кстати, уже 5, уже 3500. А файт продолжается. Пакет на лоу должен отхиливаться с базы. Минус 2 Т3. Даже очень хорошо для команды Оников, чтобы камбэкнуться в эту игру. Сделается ли Т3 на боте? Если да, то это полноценный камбэк. И уже должна быть победная для Оников. Файт продолжается. Лои у нас 2 раза прокнула пассив. Кузи мне от Алисы. Ну и все, тут отступает просто команда Оников. А команда Бренов уже не хочет никого отпускать. Ну, кстати, Роджер также... Ой-ой-ой, тут 4 игрока. Бренов, сразу же минус Алиса, сразу же минус бессмертие от Чу. Вылетает Роджер, помогает своей команде. И, скорее всего, тут габельная для команды Бренов. Минус Лои. 4 игрока тут зимний прожался, но все равно доберут. А куда делся Карл Тизи? Вопрос, да? Так, ну тут должна добираться Ангела плюс Эсмеральда. У Эсмы нету, к сожалению, маны. Абсолютно. Ну и должны добираться тут все-таки Ангела плюс Эсма, что и делают команда Оников. И минус 5, вайпаут. Поздравляем команду Оников. Они камбэкнули с нереальной игры, я не знаю, с нереального отыгрыша. Не было у них всех Т3. Впрочем, что я вам говорю, вы все видели. Жесткий файт, конечно. Last Fight это просто что-то с чем-то у нас было. Давайте посмотрим на билды. Офигенная игра, согласен, полностью согласен. Просто что-то с чем-то. Видим, что на Чухане у нас маска инвиза. Люнок все стандартно. Уранус с зимним. Тоже нестандартненько. Ну, Алиса стандарт практически, кроме керасы. Ну, для скорости бега можно и купить, да. Антихил на Роджера. Беня тот же самый билд, только за исключением керасы за место щита Фин. Ангела фулл дамаг, потому что дамага крайне не хватало команде. С замедлом и Лоишка также с замедлом. Также фулл дамаг. Алиса у нас МВП... Ой, Эсмеральда получает МВП проигравшей команды. Очень хорошо он сыграл. А МВП победившей команды это Роджер. Вот. Ну, опять же, что сказать. Поздравляем Оников. Очень достойная игра. Чуть-чуть не хватило буквально команде Бренов, чтобы дожать. Просто наказали за такую ульту. Но в какой-то момент, вот не хотите ли вы признаться, что в какой-то момент вы подумали, что это все габельное для Оников? Потому что там убивают, я видел, Алису, и я такой думаю, и как, и что сейчас делать? Но в итоге прибегает Роджер просто на всех парах и показывает, что еще не все кончено, и в итоге просто выгрызает буквально для своей команды эту победу. По дамагу у нас топ-урон на карте все-таки Эсмеральда. Топ-2 дамаг у нас Карл Тизи. Просто миллиарды уронов вытончено на Уранусе. И топ-дамагом своей команде является Алиса. Привет всем. Да, Бэйн довольно сейчас имбовый. Полетели на третью карту. Не будем долго тут рассусоливать. Решающая карта между Бренами и Ониками на филиппинском МПЛ. Видим мы уже, что диги от команды Оников. Мерзкий противник. Ой, от команды Бренов. Что-то с другой стороны он был. Ну да ладно. От команды Оников Кая. Неплохой своеобразный контрпик для диги, потому что его ульта не контрится ультой диги. Соответственно, неплохой такой контрпик. Так, Гренк начинает со своего красного, а Беня со своего синего. Кстати, на этот раз Бенедетту забрали Оники. Плюс к Бенедетте у них Уранус на лейт. И лейт все-таки я бы дал за командой Оников. Потому что у них Кая на контроле это просто -1. Бенедетта, Люнокс, плюс Уранус. Ну, просто лейт комбо, да. Ответить все же есть команде Бренов чем. Антиконтроль от Диги, к примеру, по Чу. Физически отличный урон от АДК это Гренка. Также Фаша. Очень хороший лейтовик с гигантским уроном. Ну и Алиса. Также очень много дамага в лейте. Видим, что пытается тут чуть-чуть напрячь Алису. Ну, тут просто размен, не особо сильный. Да.
4-й у нас получает уже Бенедетто, как обычно. Просто как обычно, Бенедетто чуть-чуть пораньше получает левел, чем Гренко. Это уже по сути стандарт, потому что тупо быстрее передвигается. Савыч, вы играли с Бренами? Нет. Нам не довелось играть с чемпионами М2 и фаворитами филиппинского турика МПЛ. Так, Уранус тут пытается чуть-чуть помешать Грэнджеру стаки набрать, но за это может поплатиться. Минус от Чищ уже, минус ульта от Гренки, минус Гренка может быть, но вовремя подключается Фаша и не дадут просто так умереть Гренки, а вот Флаптизи уже умирает. Также плюс к этому умирает у нас Диги, должна быть спокойная черепаха, 4 в 2 остаются команды, ну именно под черепахой я имею в виду. Кстати, Фаша почти забрала у нас черепаху, но нет, она забирает у нас все-таки Беню. Ну, по сути, ничего не решается тем, что забрали Беню, потому что она была без бафов, была на лоу хп. Черепаху забирает Люнакс. На Люнакс сейчас будет очень приятно играть, потому что этот щиточек, еще большая выживаемость. А это довольно неплохая вещь для Люнакс, которая может убить Фаша, да. Чуть-чуть поразминал тавер у нас Алиса на боте за то, что Чу сместился на мид. И все на этом. Отошли под тавера. Ультует у нас тут по пакету Кая, также Люнакс, и все-таки добивают его. Было ли это со флика? Да, мы видим, что это было со флика. У Кая и флик в КД. Роди пытается помешать Бенни фармить, но видим мы, что Бенни забрала этого крипа, потому что чуть-чуть выхилилась. 6-й левел против 6-го левела. Лисун продолжает пылесосить просто весь лес. Да. И пока что затишье у нас перед бурей. Бенни летит на топ, потому что там есть монеточка и зеленый крип, которого можно забрать. По предметам у Люнакс уже часы. 2500 голды и уже часы, да. Кто бы мог подумать, что саппорт в миде получит часы. Так, тут у нас Кая затаился. Почему же он не... А, ульты не было. Ой-ой-ой. Реконнектинг. Так, все. Транса настроилась вроде бы. И все отлично. 20 секунд черепаха. Диги уже раскидывает тут свои минки, гранаты, бомбы, динамит, да, кому как угодно. Ульта от Каи. Кай без ульты, но забирают за это опять пакет. Ульта от Бенни не самая удачная. Диги без привязки. Бенни задоджила. Черепаху уже скоро. Нету персонажа у команды Бренов, но за это Бенни без хп. Смогут ли забрать черепаху? Я думаю, да, потому что еще Чу сместился. И в итоге на черепахе 5 в 3 команда Оников против Бренов. Ульта от Фаши неплохая, раздамаживает всех. И опять не забирает черепаху Бенни, а забирает Чу. Так, отличный ультимейт плюс флик от Люнакс. Диги ульта, но там должны забираться у нас все просто. Забираются у нас Диги, забираются у нас Грэнджер. И также должен упасть, по идее, Флаптизи на пакете. И, да, наконец-таки забирается. На боте у нас Алиса выфармила всю голду. Но поможет ли это ей и ее команде? Потому что уже перефарм 4К голды. 2 черепахи за ониками. Файты также за ониками. Если не считать то, что там Фаша один раз убила Беньку. И на этом все. Кажется, все движется очень плохо для команды Бренов. 4К перефарм, это довольно сильно на Бене. Ну, плюс Уранус. Уранус-то опять же нечем будет убивать. Ну, к примеру, там Фаша разве что. Но на Фашу будет отдаваться Ачичи. Все хорошо. Чу, ультимейт по пакету. Опять пакет умирает 0.4 уже парень. А, уже и 0.5. Очень больно. По Уранусу у нас играет 2 игрока Бренов. Должны добирать, да, забирают наконец-таки. Но слишком много отдали. И за это время умер у нас Диги. Перефарм уже 400. Не особо увеличился, но сейчас на боте еще увеличится за счет вышки плюс пака. Диги с басиком уже. Бенни почти с предметом. Грэнджер еще далеко до предмета. Фаша еще далеко до жезла молний, поэтому там дамага еще не особо много. 20 секунд черепаха. Показывают нам статистику голды. Чуть-чуть упала и опять в рост идет. Экспат только в рост идет. Ну, это все благодаря черепахам. Поэтому, дорогие друзья, черепахи это жесткая вещь.
И 0.5.0 тоже довольно жестко, что-то не идет игра у пакета, очень сильно прям не идет. Что на боте, вся команда онников не хочет что-то отдавать черепаху, видимо. Ну и смотрим. Паша в любимых своих кустах должна опять кого-то раздамаживать. Кстати, онники не особо и спешат забирать эту черепаху. Ну, видимо, потому что у них Чу отпушивает, и им это на руку как раз таки. Плюс Беня забирает весь лес, забирает диги. Ну и забирается черепаха, плюс ульт флик Кая. Ну, флик ульт Кая по фаше, минус еще фаша. В итоге перефарм у нас 6000, даже больше, 6200, 6300 уже накапало. Вся команда оников смещается под бот, чтобы сделать 0.6, но я думаю, не получится, он просто отступает. Ну и в итоге тотальная доминация от команды оников, на самом деле, в решающей карте. Не этого, я думаю, мы все ждали от третьей карты, после такой насыщенной второй карты этой пары. Но, может быть, Брена еще откамбэчит за счет диги. Так что смотрим, как реализуется. Так, Уранус напрягает у нас Грэнджера. При живых всех игроках команды Бренов. Кстати, забирается у нас тут Кая. Сгулял чуть-чуть. Ульта Грэнджера добила вроде бы. Небольшой такой плюсик в копилочку. Но за этот плюсик забирается у нас топ, поскольку прокастов нету ни у Фаши, ни у Грэнджера. Ну и тупо нечем дефать. Пока что цепляются хотя бы за этот мид. Т2 на миде только живо. 7000 перефарм. Перефарм неуклонно растет. И это все в пользу оников, потому что у них Уранус, Люнекс, плюс Беня. Все-таки Роджер был довольно силен в лейте. Не настолько силен. Точнее, наоборот, гораздо сильнее, чем Гренка в лейте будет. Потому что Грэнджер сомнительное удовольствие в лейте. Ульт, опять же, фаши дефуют всеми способами этот мид-тавер. Если Т2 на миде упадет, то уже забрать лорда или черепаху вот эту не будет представляться возможным. А хотелось бы выиграть эту катку, скорее всего, Бреном. Ну, все же считают, что Гренк сейчас сильный мидер. Кстати, посмотрите, 9-я минута, а оники предпочли Бенедетти все же черепаху, нежели лорда дождаться, да? Видимо, уверены, что сейчас смогут закончить. Уранус тут просто 1 в 5 уже катает, но нет, Кая моментально поддерживает флик, ульт, опять минус Паша. Грэнджер прокаст дал. Ну, не особо задефал, да. Тут невозможно, по сути, было задефать. И в итоге опять в большинство для оников. Уже этот тавер, ну, не получится. Просто нет возможности дефать. Благодаря Паше он дефался довольно долго. Сейчас он же все же падает. И плюс к этому еще и топ забирается командой оников. Но это просто моментальная реализация. То есть команда Бренов сместилась чуть-чуть в мид. И все. Моментально забирается что-то другое. То есть забрался Т3 на топе. И, кстати, это без лорда. Как раз реализовали ту черепаху, которую забрала Бенедетта. Почти 10300 голды перефарм. Пока что Брены очень неуверенно выглядят, на мой взгляд. Просто кучкуются. Непонятно как хотят выигрывать файты. Не занимают пространство абсолютно. Ну вот диги разве что вот этими двумя бомбочками, но там просто Уранус пройдется. И в итоге вся закладка улетела. «30 секунд до лорда». Бенедетта продолжает просто пылесосить весь лес, свой, вражеский, вообще не важно. Уранус стакается на одном из крипчиков, и Грэнджер пытается просто хоть что-то получить. Какую-нибудь копеечку голду, да. «10 секунд до лорда». Не пушит мид, кстати. Зимний собирает у нас Люнекс, Кая с инвизом и мимолеткой. Бенни уже почти собрала 4-й слот. Только-только появился на Гренке КСМ. Лорд также появился. Кстати, забрал или нет, не получилось у Гренки забрать красный. Но попытка была очень неплохая. Решают
Оники дождаться 12-го лорда мы видим. Также поддушивают на лайнах, то есть они не пушат ничего. И не дают фармить команде вражеской. И опять же выбивают для себя преимущество в голде. То есть, как мы видим, преимущество все растет и растет. То есть уже 11 300 голды. А было 10. То есть по чуть-чуть. В итоге с каждой секундой увеличивается разница в голде. Показывают нам билды. Чув дамаг полностью. Грэнджер собирает ББ, видим. Диги с щитом Афин. А Фаша, кстати, с 2 слотами. Но 2 слота уже маловато будет, чтобы пробивать этого Урануса, которому осталось собрать ласт слот. Уранус, видим, мы отзониваем. Чуд даже не собирается подходить. Лорд моментально падает под Бенедетто и Люнокс. Ну, там плюс чуть-чуть урона от Каи. С мимолетки, да? Не будем его забывать. Теперь фарм уже больше, чем 13 тысяч. Против чемпионов мира. Напомню, да? Очень уверенная игра от команды Оников. Флики есть, все есть. Ну тут все. Должны просто реализовывать через флик ульт Каи. -1. А дальше просто опять будут заходить. Бенни поставит ульт под вышку. Люнокс фиолетовая. И минус вся команда. Смотрим. Кая, видим, уже на инвизе просто летит со всех ног. У него, кстати, не получилось выхукать Грэнджера. Грэнджер это дело все прочитал. Но у Бенни настолько много фарма, что она до сих пор живет, при том, что она ошиблась. Минус Беня. Все-таки. И заберут ли тут все? Да. Ой-ой-ой. Как обидно, да? Забирается у нас Беня так просто халява. И в итоге все-таки проигрывается у нас игра командой Бренов. Потому что они оставались 5 в 4, и там просто Чу подходит, дает тычку и забирает этот трон. И в итоге 2-1 для команды Бренов. Оников, извиняюсь, да? Смотрим на билды. Кая собрал у нас 4-м крыло. Уранус все стандартно, Бенни все стандартно. МВП победившей команды получает Уранус. В проигравшей команде мы видим нету МВП. Довольно плохо задалась катка для пакета. Очень много впитал у нас, видим мы, Уранус. Также довольно много дамага. Настолько много, что он топ-1 в своей команде. По карте его в этом показателе обогнала Фаша на буквально 21 дамаг ровно. Ну и в остальном ничего особенного, да. Поздравляем команду Оников. 16-4 против чемпионов мира. Очень достойный отыгрыш, я считаю. И мы с вами переходим к следующей игре. Эвосы против Генфликсов. Это уже индонезийский МПЛ. Поэтому тут чуть уровень команд посильнее должен быть. Ну, если не учитывать то, что Филиппины выиграли чемпионат мира, да. Пики на ваших экранах. Алиса, Люнокс, Чонг, Пакет, Броуди против Фаши, Лисуна, Ангелы, Бенедетты плюс Харита. Эвосы в данном турнире воспряли духом. Выиграли, по-моему, все катки до этого. Сейчас мы посмотрим с вами катку против Генфликсов. Также довольно сильной команды. После чего посмотрим Эвосов против Альтер Эго. Альтер Эго считались фаворитами долгое время. 2 турнира топ-1 они были. И против Оников посмотрим катку Эвосов. Также Оники сейчас очень сильны. Оники индонезийские имеется в виду. Так, тут технические неполадки, чуть-чуть перемотаю. И вот у нас непосредственно игра стартует. 3 в миде против 3 от Эвосов. Уже получают отличную плюху Пакет.
Броуди, кстати, это уже реворкнутый, и вы можете видеть его дамаг, когда его реворкнули. Опять же, огромный дамаг по Люнакс. Пакет стоит у нас в кустах под вазончиком. Не хочет отдавать просто так. Но, кстати, хилищий забрал не Ферксик, а Броуди. То есть Генфликс отошел у нас хилищий. И, кстати, в этих катках мы можем видеть, что Бенни идет не в мид, а на сайт. То есть предпочли ее так больше. Скорее всего, это связано с тем, что у них Лисун есть в миде, да. Кусаки, я думаю, мы еще не скоро Кусаку увидим в ближайшем турнире, да. По Броуди, что можно сказать? Очень долго забирает свои бафы. Черепаха уже встала. Или это забагалась карта и показывает 1 секунда. Да, это забагалась карта опять с этой обновой. На карте довольно много багов теперь. Ну, ждем, пока пофиксят Мунтуна, опять же, это. Ангел в мид-саппорта от Эвосов. И плюс к этому Фаша. То есть играют без танка, а команда Генфликсов играет по стандарту с танком с пакетом. Ну, на 2-й минуте точно черепаха должна будет резнуться. И мы видим, что там Лисун уже под черепахой. Ульт от Лисуна сильно очень продамажили Броуди и пакета. Была бы тут Фаша 4, забрали бы уже всех, я думаю. Черепаху уже начал разминать, кстати, Лисун. Непонятно почему до сих пор команда Генфликсов не на черепахе. Вот он отводит черепаху. Чонг ульта по Лисуну, но тут в итоге просто размансили этого Чонга. Чонг в итоге остается у нас без ульта. Еще и минусанут его, скорее всего, тут. Да, Фаша накрыла ультимейтом, все хорошо. Забрали Чонга. Смогут ли тут забрать еще и пакета? Кстати, Беня может умереть. Нет, все-таки казнила она пакета, и в итоге минус пакет. Умирает тут Ангела, ну просто 100%, но за это у нас забирает мидер Эвосов Броуди. Ну и в плюсе в итоге команда Эвосов. Хотя как начинался файт? Хорошо, да? Чонг летит на мидера вражеского, и вроде бы все хорошо, да? И в итоге вот как повернулось оно все. Ну, Чонг был без отомщения, без какого-то дефа, да? И в итоге его Фаша просто этими ультами накрыла, пол-хпшного и убила. Преступление и наказание чисто. Ой-ой-ой, как у нас Беня тут пытается догрызть этого Чонга. Была бы у нее казнь, она бы добила, кстати. Чуть-чуть попью воды. Тем временем у нас убивает Харита Алиса. Что, кстати, странно довольно-таки. Там была Ангела. И в итоге умер тиммейт Ангелы. Очень странно. Разминаем, видит уже тут Броуди черепаху. Да не то, что разминает, а уже забирает в копилку команде своей. Так, тут пакет, скорее всего, ошибся. Минус флик. Ульта Фаши по Люнакс и Чонгу раздамажила. Просто отходит команда Генфликсов. Ульт Ангелы в антимага. И, скорее всего, тут будут забирать Броуди, на котором висит черепаха. Это довольно сильная будет сильный килл. Доберут еще тут плюс Чонга. Кстати, на заметочку всем, кто любит Ангелу в пиках и с Ангелой играть. Вот насколько сильно реализовывают Ангелу, да. И при этом всем Ангела была саппортом. Ну, хотя хрен пойми, то ли Фаша была саппортом, то ли Ангела. Ну, скорее всего, Фаша была сапом, а Ангела все же танком. Потому что мы видим, у нее первым собран сразу бастион. Напрягают тут пакета на топе. Скорее всего, минус пакет, да, уже. И заберут ли тавер? Вот в чем вопрос. Чонг на топе, ну, скорее всего, должен задефать. Небольшие ульты от Люнакс с Фашей на миде. Ну, просто пощечины. Первый, второй. С ультами они находятся, мы видим, да? Антимаг пытается напрягать Алису всячески. Броуди должен добирать, кстати. А вот Ангел он не ожидал, но все же дамага хватило в итоге.
В отборочных на М3 мы пока не знаем, то есть они даже не анонсировали, о чем идет речь просто, да. Всем привет, кто только подходит, да. Смотрим игры МПЛ, на данный момент именно индонезийского, то есть самые интересные игры, в которых участвовали лучшие команды на данный момент в мире. Перефарм у нас 2000 почти за командой эвосов, даже при том, что по черепахам 1-1. По вышкам вы видите, все равно 0-0, никто ничего не забрал. Скипет Алиса, Бенедетти, Беня в ответочку, и на черепахе мы видим, там уже идет какой-то файт. Хотя нет, просто отдают черепаху Броуди, и в итоге Броуди просто черепахой. Ульт моментальный от Люнакс, Хари также поставил ульт на замедло и за очищение просто отошел. Сейчас может ворваться под Ангела и что-то сделать. Видимо, Ангела хочет нажать ульту на своего тиммейта на топе, пока непонятно какого, но хочет. Разбайтил, кстати, пакет сейчас на второй скилл Ангелу. Ой, Броуди хорошо подловил у нас тут Лисуна. Да, тут спокойная ульта. И просто минус Лисун, Ангелы не было. И в итоге минус 2 для команды Генфликсов. Очень хороший размен. Плюс 2 черепахи в их копилке. Соответственно, по опыту все хорошо. На боте у нас все равно. То есть Алиса скипет, Беня скипет в ответочку. Поглядывает, видим, там на красный баф. И, скорее всего, на топе сейчас должен падать тавр, потому что 2 игрока команды эвосов умерло. Ну и просто, невозможно, чтобы ничего не забрали, да? Никакой тавр. Перефарм уже на стороне Генфликсов, но тут сущие копейки, 100 голды просто. Ну, опять 100 голды за эвосами. Пока будем считать равный фарм. 30 секунд до черепахи. Видим, Люнакс пытается тут закрыть у нас Беню. Сможет ли она уйти? Не должна, по идее, потому что второго нету. Ее станет пакет, ее станет Броуди и просто ульт. Все правильно. Но за это забирается у нас топ. 100% забирается, потому что Харит, просто поставит ульту, даже без ульты может забрать. И черепаха 10 секунд. Вопрос, будет ли контестить черепаху, потому что Харит на топе, Чонг на топе, но Чонг вернется на ульте быстро. Ахмед где играет? В Альтрега. Возможно, после этой катки мы увидим его. Да? Черепаху не спешат ни одна, ни другая команда пока что. Кстати, Броуди вот как раз начинает черепашку. А Харит поддушивает топ. Да, просто забирает топ сейчас. И ничего не остается Чонгу, как отступать. Прожимает Ангела Басик без бастиона. Ульт от Ангелы, ульт от Фаши. Смогут ли забрать у нас тут Люнакс? Да, скорее всего, у нее нету флика. Буквально 2 секунды не хватило. Плюс к этому забирают танка команды Айра Вульф. Это пакет. В итоге сейчас Лисун должен добрать у нас бот. Харит тем временем дотыкал топ. Ну и пока что команда эвосов даже без 3 черепах выглядит очень-очень уверенно. У Алисы, скорее всего, нету зимнего, да, а вот у Кловера есть коса явно. Чистым сейчас просто догрыз. Чем в этой катке 0 реализации? Возможно. А возможно, просто эвосы максимально хорошо отыгрывают и понимают, что им нужно делать. Сейчас допушат мид тавер по-любому, потому что нету игрока у команды Генфликсов. Да и банально не успевали они на этот мид. То есть пакет со всех ног бежал, еще и умрет сейчас за это, да. Что-то не состыковочка с командой, потому что команда не особо и хотела дефать этот мид, а он там прям полетел дефать мид. Ульт Фаши раздамажили опять же Чонга на пол хп. По билдам Алиса уже собрала практически зимний. Люнакс с жезлом молнии, но антихила нету до сих пор ни у кого в команде Генфликсов. Пакет с Басиком. Броуди с зеленкой, дальше Фитофин идет, мы видим, Ангел уже с антихилом, также Фаш с антихилом, видим, собирает уже жезл молний. Беня Щитофин, ну и Харит, фулл дамаг. Я пока не понял, это зимний или что он собирает. Либо, это банка на вампирик, Сава это Броуди до нерфа, нет, это Броуди уже после нерфа. Здорово всем, кто подходит, большой привет.
Ассалам алейчу, да. Наблюдаем дальше. Видим, что пакета небольшие проблемы. Сейчас его продамажат опять же на пол хп. Плюс Люнакс отдаст желтую, да, отдает желтую. И лорд стоит, 2к перефарм. Могут забирать лорда, потому что не особо могут себе позволить геймфликсы занимать позиции. Вот сейчас пакет идет, но даже та же Фаша очень хорошо зонит и очень хорошо дамажит. Лоу хп лорд, тем не менее. Так, очень далеко Броуди, лоу хп пакет, Чонг ультует, Бенни ультует. За это время забираются у нас Броуди и Фаша, плюс Харит. За это время Лисун забрал лорда, но Чонг забрал Лисуна. Броуди еще трипл килл делает на Бенни. В итоге размен 1 в 4. Ну, кстати, забрала у нас тут Ангела Чонга. 2 в 4. 2 в 4 и плюс надо будет дефт лорда. 2 в 5, окей. Сразу же делается. Не просто так умер Чонг там. Лорд супер быстро умрет. Хотя нет, у Алисы нету у нас тут хп, видим. А Люнакс без. У Алисы нету маны. А Люнакс без хп просто. И поэтому она немножко боится тут одна забирать этого лорда. Соответственно, второй пак больших крипов выйдет. И придется это все дефать дело. Перефарм опять же качнулся обратно, и генфликсы вышли в равный фарм. Всего лишь 400 голды перефарм. Видим, что опять у пакета небольшие проблемы. Придется, скорее всего, отдавать флик, потому что его просто убьют, если он не отдаст. Фаша ульта очень хорошая. Люнакс также ульта светлая. Еле-еле выживает у нас Чон. Это камбэк. Ну, посмотрим. Пока что камбэком не пахнет. Все продолжают давить и давить. Чонг не находит своей реализации. Я не понимаю, когда у него появится щитофин, чтобы не уходить постоянно на лоу хп или не становиться пол хп от одного первого скилла Фаши, да? А это при том, что она собрала вторым антихил, а не жезл молнии. Минус все Т2 от команды ВОСов. Ну и все, под Т3 у нас стала команда генфликсов. Очень тяжело будет это камбэкнуть. Видим, мы пакет там разминает чуть-чуть Беню. Но это Беня не в мидера, поэтому ей этот дамаг вообще плевать. Она очень много танк предметов захавала. Какие-то хорошие герои или как? Да, очень хорошие. Можно использовать как в танка, так и в бойца. Лейт потенциал все же, я думаю, будет за эвосами, потому что у них Фаша, у них Беня, у них Харит. Так, по билдам. Чонг у нас без щита Фины, он его не собирается собирать. Ну, конечно, зачем надо. Там Фаша, Ангела, Харит. Зачем где щита Фин? Но он за это поплатится явно. Он собирает Оракул. Это, да, маг деф плюс отхил. Ну, такой себе на самом деле. Как тенер крыла, мне кажется, что теперь, к примеру, после топора на куче бойцов можно собрать что-то другое. Ему крылу увеличили отжор, соответственно, каких-нибудь дамагеров типа Роджера. Кстати, влет у нас тут по Ангеле. 2 флика отдают, но Ангела не умирает. И плюс за это еще и умрет Алиса. Плюс Чонг мы видим тут умирает 100%. Умирает тут пакет, ну и 1 в 5 просто ничего не сделает Броуди. Кстати, пакет я рано похоронил, Броуди раньше умер. Ну, тут сути не меняет. Кстати, вообще не добили, суть-то меняет. Пакет сейчас может задефать один пак, и это не минус игра, а всего лишь минус Т3. Но хотя 20 секунд, успеют ли крипы дойти, вот в чем вопрос. Нельзя терять тут хп пакету, Фаша сейчас может просто по нему ультануть. 8 секунд пакету нужно дожить. Зря теряет он это хп. Ему не нужно терять это хп, и теперь он половинчатый просто выходит на пак. Его просто сразу же убивают. Фаша ульт, Люнакс ульт. И, ну, блин, ну нельзя было пакету там терять так много хп. Поздравляем команду эвосов с победой. Заслуженно, я считаю. За ошибку сразу же наказывают и побеждают команду генфликсов. Нельзя было терять там хп пакету. Люнакс бы вышла, там как-то размансила. Минус 2, минус 3. Там бы задефались как-нибудь. Ну и все в этом стиле, да. Так. Что по билдам можно тут сказать? Беня у нас с косой для мувспида. Харит фул дамаг.
Лисун также full дамаг. Сейчас собирал, скорее всего, либо крыло, либо кирасу. Фаш с жезлом, со второй маской, видимо, с фармом были некие проблемы, потому что я вижу 7900 на Ангеле, прям овер много. Ангела за медлом, антихилом. Сейчас собирала непонятно зачем факел, но бог с ним, да. Алиса с зимним, со снежным, ну, неоправданным, я считаю, айтемом в данной ситуации на нее. Нету косы, нету жезла, нету чистого урона, просто абсолютно. По поводу Чонга я уже давно сказал, что считаю, Афин нету, это ошибка очень сильная. Ну и все остальные более или менее стандарт. Посмотрим, что будет дальше. Бенни хоть одну игру проиграла? Да, по-моему, одну игру как раз-таки она проиграла. Как раз камбэк команды Бренов, точнее Оников против Бренов был за счет того, что Бенни убили и все. И на этом все. Так, МВП победившие команды получает у нас кто? Ну, по идее, Лисун, да? Потому что 81 тысяча дамага, но по-любому МВП у него должно было быть. Ассистмен катки мы видим рект. И просто переходим к второй игре. Так. Начинается сразу у нас вторая игра. Ланс Селена. Не часто увидишь Селену не в бане, да? Ланс Селена Сильвана против это Хильда, новый скин. Да, это Хильда, новый скин. Люнекс плюс Клауд. Необычная комбо, что с той, что с этой стороны. Антимейдж страдает у нас, видим, против пакета. Была бы казнь. Этот размен бы выиграл явно пакет, но так просто все ушли. Видим, мы тут Хильда инвейдит вражеский баф, за что ее наказывают просто. Даже очищ прожала, но не помогло. Хилище тем временем забрала у нас Люнекс, а Клауд по бафам. Клауду, кстати, никак не пытаются помешать фармить. Замедло нужно по обстоятельству. Ну, не совсем согласен. Замедло нужно, когда есть кого замедлять. К примеру, Тамус, к примеру, Эсма, да. Их можно замедлять. Замедло сильно бьет по их передвижению, а за счет того, что они ближники, они банально не могут ничего сделать. Видим мы, что у нас тут опять Хильда загуляла стан, и в итоге просто минус Хильда, потому что влили слишком много дамага. 4600 уже с первой минуты от команды Ивосов. Вот. И, соответственно, ну, вышли вперед у нас тут Ивосы. На сайде у нас стоит Ангела против Фаши, кстати. Ангеле должно быть очень больно. Ее еще плюс загангали, убили. Ланселот тут может умереть от Хильды, но тут спокойно все вроде бы, да. Сильвана плюс Фаша дефуют его. На лайне у Ангелы будут явные проблемки, потому что еще плюс одна смерть к Ангеле добавилась, а у Фаши наоборот все будет хорошо. Ну и в принципе Ангеле будет очень тяжело против Фаши стоять. Видим, что у Клауда уже 5-й левел, у Ланса пока непонятно, 5-й, не 5-й. Но все время, пока его команда фармила, файтилась, Клауд в это время фармил, Клауд влет, Люнекс ульта, Ланс ульт. Дамага крайне не хватает у команды Ивосов, чтобы кого-то тут добивать. А вот у команды Генфликсов уже 2 килла, всего лишь в одну Хильду. Добьет ли тут Ланса? Да, добивает. Плюс Ангела по таймингам апает 4-й, ультует в пакеты. И пакет просто делает даблкилл на ровном месте. В итоге размены более чем в команду Генфликсов. Люнекс просто светлая. Ну, тут даже светлую можно было не отдавать, потому что она вроде бы тут никак не умирала. Сильвана в танка. Поэтому не особо тут что-то и сделалось бы за эту ульту. Закуп не покажут чуть позже. Пока не особо что и куплено. Опять же, у нас тут Хильда загуляла. Хильда Сильвана на этот раз загуляла. Ее просто убивают. Уранус добивает у нас тут Люнекс. Могут и также еще один килл сделать, но тут, по идее, Хильда просто убегать. По Клауду пока что непонятно сколько фарма, но явно очень много. У него 0.02, он старается не участвовать в файтах вот этих непонятных, да, непонятно в чью сторону они. Явно сейчас
последние файты были за генфликсами, потому что 5-5 и по фарму примерно выровнялись. Непонятно мне, почему пока что Ангела живет на боте, при том, что ее Ланс опять же загангал. Ой-ой-ой. Сможет ли тут кого-то убить Фаша? Сильвана ульт по Фаше. Фаша выживает просто на одном хп. Так, антимаг, очень большие проблемы, но выживает, опять же, на лоу хп. Просто вся команда Эвосов сейчас на лоу хп выживает. Ланс приходит, добивает у нас Хильду. Почему Хильду? Почему Хильду я вечно так хейчу, да? Убивает пакеты, и за Хильдой тут погоня. Ланс тем временем пытается добить еще и Люнакс. Ангела второй скилл не должна давать этого. Светлая предательски кдэшится у Люнакс. Также Ангела добивает Ланса. Видимо, первый скилл дал, чтобы просто добить Люнакс, но дамага не рассчитал. За счет чего и проигрывается сейчас файт. Очень сильно, я считаю. Опять же, Клауд просто 0-0-3. Он за весь этот файт получил 1 ассист, при том, что там сделалось 3 килла. То есть счет был 5-5. 1 килл сделали его, и 3 килла сделали Генфликса, да. Клауд просто все это время фармит. И черепаху, скорее всего, заберет он, потому что Ланс только-только выдвигается на красный. Но мапхака, мы знаем, нету у Клауда, поэтому он не знает, что Ланс только-только на красном. Соответственно, он не рискует забирать черепаху. Ланс тем временем уже забрал красный. Клауд также пошел на красный, забирает свой красный. Ланс сейчас просто отправится, скорее всего, на синий. Фаша опять же почему-то не поддушивает Ангелу, при том, что инфа у них есть, что у Ангелы нету флика. Просто приходи, забирай Ангелу. Зачем ты ей даешь фармить? Непонятно, нету ответа на этот вопрос. И 5-4 сейчас Эвосы на черепахе. Тем временем Ангела на боте там что-то пушит. В любую секунду она ультанет и также будет в файте. Ульт от Клауда. Сильвана просто бесполезная ульта. Клауд смайтит черепаху. Ланс непонятно где все это время был. Рядом с Хильдой. Ангела ульт в пакет. А пока что нету у нас киллов. Раздамаженная вся команда Эвосов. Антимэйдж пытается выжить. Но тут, скорее всего, не дадут, потому что замедло просто колоссальное. Минус антимэйдж. И на этом расходятся команды. Опять же, Клауд выжил. Клауд также с черепахой засмайтил он ее. Хильда тут слишком много времени выбивает для своей команды. Ну и у Клауда все просто шоколадно. Ну или кто не любит шоколадное мороженое, ну ванильное, окей, или клубничное, какое, короче, вы любите мороженое. Вот такой старт у этого Клауда в данной игре. Плюс убивает он тут Фашу, явно есть жрут. Третий лесной также присутствует, плюс черепаший красный баф. Синего мы видим у него нету, сейчас попытается бот чуть поддавить. Ланс понимает, что у Клауда очень много фарма, поэтому хз, что у него тут получится на самом-то деле. Ланс первый потерял и все. Да нет, там Хильда его, я видел, зонила очень сильно. И не рискнул зайти, видимо, поэтому. В результате чего 2500 за командой Генфликсов. А также Клауд, который в лейте явно очень сильно выигрывает у Ланса. Разве что Фаша сможет в лейте пробивать эту Фашу. Фаша будет пробивать Хильду. Вот. РК играла? Нет, они будут чуть позже играть. Ну, я не думаю, что мы сегодня будем смотреть РК. РК довольно сильно скатились по тимплею. У них замены сильные в составе, что не на руку им. И они спустились где-то на 4-е место в турнирной таблице. Сильвана ульт по Ангеле. Наконец-таки они забирают эту Ангелу. Тем временем, кстати, Клауд забирает черепаху. Просто халява для Клауда, потому что Ланс на топе, смайта нету, и Клауд просто засмайтит эту черепаху. Селена стан, но бесполезно, он жить будет. До свадьбы заживет. Но за это, кстати, Ланс забирает Т2. Хильда летит просто на помощь своему таверу. Ланс понимает, что тут уже нужно отходить, потому что вся команда Генфликса, скорее всего, стянулась, не хочет отдавать Т2. Ульта Фашу по Люнакс пол хп продамажила, Люнакс светлая. Ангела сейчас хочет ультануть в Клауда, ультует. Клауд просто вообще не теряет ни одного хп. Ну, кстати, 1-2 хп он там потерял, плюс-минус, да. Но вы видели, почти фулл хп щиты у Клауда были с ультой Ангелы, плюс со своей ультой. На перефарме со слотами им просто никто ничего не может сделать. Плюс еще только черепахи там был еще. Соответственно, Фашин дамаг там не особо
сильно и решал. Всеми скиллами мы видим, попадает тут Ланс, но все же не добивает он тут Клауда, стакнулся Клауд. А, нет, не стакнулся Клауд, но все равно тут Ланс, скорее всего, умрет. Хильда добивает за всю боль. Жут только появился на Клауде, серьезно? Так много дамага у Клауда было без жута. Сильно. Клауд по бафам, Ланс из Тавера пока что. Ну и складывается как катка для генфликсов. Почему Роджера, как всегда, не пикнули против Клаудов? И да я не особо знаю, если честно, что было у драфтера в голове эвосов. По билдам у нас антихил у Люнокс уже есть. Антихил также собирает сейчас Ангела. Зачем ей часы, если честно, я не понял. Видимо, для того, чтобы жить на линии. Но особо там много жизни ей не дают. Поскольку Ланс, Фаша, Сильвана, Ульт, ну типа, слишком много всякого того, что убивает Ангелу, да? Пока что видим, что антимейдж также на Уранусе вообще абсолютно не живет особенно. Соответственно, доживут ли эвосы до того момента, когда, ну, смогут что-то противопоставить команде генфликсов, непонятно, потому что генфликсы уже готовы выпускать этого Клауда, выпускайте Кракена, и Кракен выпустился, просто минус Елена, минус Сильвана должна быть, Сильвана под отмщением, он вообще это не чувствует, фуловый у нас Клауд. Ангела я не помню, была ли она с мимолеткой, по-моему нет, у нее были часы антихил, и сейчас скоро должен... Хотя нет, по-моему, часы, как раз таки мимолетка и антихил она только начинала собирать. Ну, неважно. Суть в том, что Клауд забирает у нас тут лорда, Т2 на топе падает у команды эвоцев. Клауд 0 смертей, продолжает супер сильно фармить. Очень быстро он выфармливает эти слоты. И, скорее всего, камбэка не будет. Но мы посмотрим. Все-таки это эвосы, это чемпионы первого чемпионата мира. Соответственно, все может быть. Ой-ой-ой, Хильда у нас загуляла. Убьют ли Хильду флеймшот? Да, но тут опять Кракен вышел и просто добивает Селену. Ну, просто на лакичах два челика выжило. Ну, на каких лакичах? Просто Фаша дала стан. И в итоге Ланс плюс Фаша выжила. Но все равно там размен танка на Урануса плюс саппорта Селену. Соответственно, это все равно размен в пользу генфликсов. Поэтому... Не стоит далеко уходить. Не стоит сильно думать, что это прям камбэчная. Люнокс ульта, Фаша, скорее всего, умирает. Люнокс не дотянулась предательским первым в ульте. Ну, ничего страшного, потому что лорд на топе еще фуловый. Клауд под всеми бафами, 3.08. Ангела сейчас должна ульта уже кдэшиться. Забирается уже на боте Т2, забирается на миде Т2. Ну и, скорее всего, это будет полет в Т3 хоть на какой-то линии, потому что у Клауда есть ульта, я вижу, у Ангела есть ульта. Фаша без ульты, на боте зашел целый пакт, и Клауд залетает. Залетает у нас тут, но что-то не пошло, да? Или пошло? Не, ботл один смерть, да? Умирает все-таки у нас Сильвана плюс Селена, но за это ботл умирает у нас на Клауде. Мидер генфликсов. Пакет мы видели, что добил там двоих. Пытаются тут еще добрать антимага, добирают, но размен на Люнокс. Плюс к этому еще бонусом залетела Фаша команде генфликсов. Остается Ланс 1 в 3. Сможет ли он это задефать? Я думаю, нет, потому что он уже умирает. Ну и на боте остается еще один мини-крипчик. До выхода Селены плюс Сильваны 2 секунды. Они выходят, ну и все. Тут Команда генфликсов разве что мид могла потычковать. Но... Да, должна заходить потычковать. Тут особо дамага нету. Заходит тут еще Хильда потанчит этот нереальный дамаг с вышки. Ну и теряет там и смерть. Я чуть-чуть не рассчитал дамаг вышечки. Но все же на пол хп придамажили эту вышку. Залетает и обсирается с углы. Ну не повезло там чуть-чуть, там просто все ульты схавал, плюс отомщение от Сильваны. Все-таки, ну не настолько, да, наглеть. Там по щам надавали за то, что настолько наглый чел. Ну ничего страшного.
перефарм 7000. Т3 остался только на миде у команды Ивосов. Лейт потенциал все же я даю за генфликсами. Ну, Фаша против Люнокс там примерно равные, но вот Клауд против Ланса, там явно Клауд очень сильно выигрывает, а особенно против Хильды. Ульта Фаши, за это она умирает, но забирает за это Люнокс. Тут может быть минус антимейдж, да, это минус антимейдж, потому что Клауд просто не хочет останавливаться. Жалко, ульты нету там, да, по четверым бы была. Сильвана ульт, Ланс умирает, чуть-чуть не рассчитал. Сильвана опять отомщение, Клауд должен тут выжимать, потому что у него есть бессмертие, выживает все-таки. 4 в 2, остается команда, нету, мы помним, ульта у антимага, минус антимаг, минус Селена и все-таки минус игра. 1-1 по картам, ну я не думаю, что тут за 14 секунд успеет встать чел, при том, что там уже пак просто летит на всех парах. Куда у нас Клауд пошел? А, ну он просто байтит, да? Нервишки, так сказать, чтобы чуть-чуть сдали. Как тебе флеймшот на Фаше. Довольно неплохой, но не особо зашел. То есть он пытался где-то Клауда чуть-чуть отодвинуть, когда он залетает, но что-то не заходило, да? Но задумка неплохая на самом деле. Плюс Хильда там, если подбегает, сразу ее отодвигаешь, типа не подходи, туда-сюда. Ну, тут по-любому Ботла, то есть Клауда у нас МВП. Просто бесспорно, 5-1-13. По дамагу он также топ-дамаг, топ-фарм в своей команде. По билдам у него, считай, фин плюс бессмертие. И отличная реализация. Что еще можно сказать? Мимолетка Ангела фулл дамаг опять же. Зеленку пред ласт слотом собирал, пятым слотом собирал у нас пакет. Сильвана так фулл танк, Селена стандарт, Ланс стандарт, Фаша, кстати, без антихила. Ну, Селена, зачем ей, да, все правильно. Разве что вообще не жил никто, да, против этого нереального Клауда. Клауд залетает, все улетают. Отличная реализация пика. Вот в данной игре, я считаю, прям показано то, как пик сильнее у генфликсов. Ну, на лейт так уж точно. А вот почему не реализовали на старте, вот это непонятно. Клауд просто, ну вот, ботл везде просто он. Total damage, gold per minute и total assist. Даже в ассистах он топовый, да? Просто везде. Так, летим на третью решающую катку. Напомню, что эвосы выбивают все топ-1 в лиге индонезийской. Там на своих телефонах играют или выдают. Скорее всего, выдают, потому что... Ну, я не думаю, что вы не замечаете, как у меня тут на стриме показывается постоянно реклама Samsung, да? Это сложно не заметить, особенно потому, что это на пол экрана, блядь, высвечивается. 3 игрока генфликса в миде против одной Ангелы, да? Немножко дамагом размениваются сейчас команды. У нас в миде Ботл на Клауде против Керри на Ферлике. Ангела плюс Рафа. Прям адское комбо месиво какое-то у нас намечается на миде от Ивосов, потому что танка нету, саппорта, как дамажишь его, также нету. Ну и, соответственно, из магов только Рафа, Ангела плюс Уранус. Ну, помним, что у Ангелы апнули дамаг с первого, и, соответственно, она теперь просто в дамаг собирается, и, видимо, за счет этого они собираются дамажить магическим уроном. Потому что на другом сайде там просто стоит ван-ван. Вам на М2 выдавали телефоны? Конечно. Конечно, выдавали айфоны. Вот. Видим, что там Чанне немножко неприятно стоится против Ван-Ван. Антимейдж пытается выбить максималочку по времени для своей команды, чтобы максимально долго выбивал... Клауд забирал красный, но мы видим, что Клауд даже еще синий не забрал. Тем временем Ангела разменивается по хп с Лои. Кстати, возможно, заберут. На одном хп просто флик дает, выживает. И тут просто Ангела с Рафой, ну что-то, как я и сказал, адское месиво комбо творят. Клауд просто в шоке сам, наверное. Тем временем Керри уже просто весь свой бот запылесосила. Мы видим, что нижняя часть ивосов вообще ничего нету. Разве что ТВР, который нельзя запушить. Керри бы, я бы уверен, захавала бы и голду с ТВРов, и запушила бы себе ТВР, если бы за это еще давали ей голду. И идет просто на свой синий. Ну, очевидно, что уже ее синий, потому что это не Клауда синий, это Керри синий. Видим, что Клауд чуть-чуть обосрался со смайтом.
И все прекрасно для команды Эвосов. 6000 против 4 уже на второй минуте. Это 2К почти. И тотальная аннигиляция происходит какая-то. Пока что. Минус Сильвана. Антимэджи тут могут забрать. Нет, чуть-чуть остается хп, и он выживает. Керри тем временем на топе продолжает просто фармить все, что видит. Ну, скажем так, свой фарм. И Ангела плюс Рафа дают вижен ей. Ну, тут быстренькая черепаха, насколько мы видим, да, всем. Клауд уже не успеет подойти, потому что нету стаков. Эсма тут подошла, что-то пыталась, но быстро поняла, что у Ангела плюс Раф слишком много замедла. Помните, я говорил о замедле на Алису? Вот как раз-таки против Эсмы нормальная тема, потому что Эсма от замедла очень сильно страдает. Видим мы два щитка, один на Рафе, один на Ван-Ван. Также адская комбо на самом деле, особенно против Эсмы, в скобочках нет. Довольно приятная вещь для Эсмы. Видим, что уже у Керри третий лесной собран, у Клауда же вообще не намечается этого третьего лесного. Соответственно, перефарм где-то 800 голды, но это полпредмета, так что это довольно много. Сильвана ульт, Клауд ульт по Рафе, Ангела ультует в Рафу, что творится, просто хиллер в хиллера садится. Там еще Рафа щиток прожал, но тут Керри просто садится на Луи, Луи приходится прожать флик. Просто без всех скиллов команда Генфликс. Опять же идут на свой баф и восы. Ну и тут файт намечается, в котором вроде бы все-таки отдают Клауду баф. Видимо, все-таки генфликсовский баф, а не Керри. Чуть-чуть Керри сгрустнула тут. Но все же перефарм в 2200 сохранился. Аж голос охрип. Керри у нас пытается тут чуть-чуть напрячь Эсму, потому что помним, что у Эсмы нету. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило КД второго скилла, она бы ее добила, но на боте тем временем делается килл на Чане от Ван-Ван, ультуется также в Сильвану и просто забирается. Ангела у нас тут должна выживать за счет того, что еще Ван-Ван дает щиточек своему тиммейту, и все отлично у них. На топе допрессовали у нас Эсму, и в итоге перефарм у нас 3500. Ангела ульт в Ван-Ван, но все равно не получилось добить Луи. Если честно, я просто в шоке с этого прессинга от Эвосов. Это просто что-то нереальное происходит на карте. Клауд не понимает, где ему брать стаки, где брать в принципе фарм. Что вообще в этой катке происходит? 6-й левел против 8-го на Керри. Хотя, казалось бы, Клауд гораздо быстрее, чем Керри, но тупо нету стаков. Люминер, когда вернулся с этого МПЛ, скорее всего, да. И, наконец-таки, единственная отдушина для команды Genflix. На боте почти запушили тавр, но тут что-то, кроме вот этого чуть-чуть продамаженного тавра, особо ничего и не намечается. Керри мы видим, там по бафам уже летит. Клауд возвращается в свой лес, синий забрать, потом может быть красный, если получится. 4000 преимущества за эвоцами. Но просто прошу вас, да, не смотрите на то, что эвосы пикают Ангелу плюс Рафу. У вас в ранге не получится точно так же все это реализовать. То есть тут моментально Ангела Рафа там зазонила Клауда, Керри забрала синий, Клауд без фарма и все габельное, да. У вас в ранге все будет, ну, гораздо все похуже. Начнем с того, что щитки просто не возьмутся на тех, на кого надо. И где-то у вас просто по дамагу просядет что-то где-то. И в итоге потом вы окажетесь перед ситуацией, где нужно будет хоть кому-то танчить, а танчить никто не сможет, потому что два саппорта пикнуто. Поэтому вам в ранге я такого не рекомендую. Клауд залетает, просто забирает у нас тут пак. Может быть, его тут не отпустят, потому что Керри вроде бы бежит, но все-таки решила особо не баковать, потому что Лоис с Сильваной тэпнулись, и все шикарно у них, у Генфликсов. Ну, относительно, если учитывать первые минуты. 4000 преимущества сохраняется за его сами. Клауд направляется в бот, чтобы не давать ВВ фармить. Кстати, это уже второй предмет, по-моему, на ВВ. Это просто космос на 6-й минуте. Керри забирает тем временем у нас Сильвану. Клауд тут пытается опять же стакаться. Никак просто не могут забрать Урануса. У него уже 100% есть Оракул. Ну и пока непонятно, чем забирать это Уранус. Разве что Луи, там 500 пассивок. Чены просто ульт в мид. Задефали мид. Ангела в кустиках ждет свою добычу. Добыча идет. Клауд без стаков — это прям добыча.
Так, ну и стакнулся, и Ангела просто подходит, должна добирать у нас тут, потому что манки нету, ну и все, тут довольно хорошая реализация. Да, Ангела без очищения, может быть тут минус, нет, опять щиток от просто тиммейта, и все хорошо у них. Парочка твикс, скажем так. Тем временем на топе пытаются до сих пор убить Урануса, но никак не получается. 3 пассивки, по-моему, он схавал, еще и убил Лои. Ну и пока что все очень плачевно для команды Генфликсов. Продолжает под тавером поддушивать Уранус. Перефарм тем временем 6к. Керри забирает красный вражеский. Также заберется мид, скорее всего. Уже кто-то должен направиться на топ, чтобы забрать топ-пак. Ангел уже это делает. Ну и просто фармят. Уранус тем временем напрягает максимально вражескую команду. Опять же забирается баф Клауда на Керри. По-моему, за всю эту катку один раз только синий баф был на Клауде. Что очень печально на самом деле для Генфликсов. И очевидно, очень хорошо для команды ВОСов. Забирается у нас Т2 без особых препятствий. ВОСы неплохо сыгрались, когда антимаг только пришел, они совсем были разнообразные, со временем сыгрались и набрали форму. Не думаю, остальные команды так слабели. Антимэйдж на самом деле показывает очень высокий уровень, и он один из лучших соло-лайнеров на данный момент, если не лучший, да. Очень хорошо знает дамаг, сейчас дрался против 4, выживает просто максимально спокойно, скорее всего уже шиповка также имеется. Ультимейт у нас тут от Ванвана стакалась, не добьет, скорее всего, да. Ну и тут просто отгоняют, скорее всего заберут Т2 на миде, либо на топе уже, но на топе, да, отпушил Раф и все хорошо. Ангелы сейчас в урон собирают, да, после обновы Ангела в урон нынче собирается, антимейдж просто танчит весь урон от Чане, банально потому что у Чане нету пока что дамага никакого. Забрался уже Т2, кстати, на миде. Ульт по Уранусу. Нет у него очищения. Знает команда Альтер-Эго. Но ульта моментально от Ангелы в Урануса. Урануса не добрали. Еле-еле выживает Клауд. Отправляется на фонтан хилиться, попить водички святой. И без всех таверов, разве что Т3, все стоят у команды Генфликс. Лорд уже встал. На него отправилась команда Ивосов. 9000 преимущества. Также растет, продолжает. Непонятно, почему отвелся Лорд, но, видимо, троллят друг друга уже. По билдам Ангела мы видим Басик, антихил, дальше за медлой, я думаю, собирается Рафа, что у нас антихил, также вторая масочка и в танка. В этой катке у нас Ангела больше в роли танка. На топе у нас тем временем запушил Клауд Т1 и благополучно, да, тэпнулся. Но вот тэпнется ли тут Чанка с Лои? Большой-большой вопрос, да. Сильвана на помощь пришла, ульт в Рафу, Клауд отлично поддержал, минус Рафа. 4 в 5 сейчас будет Лорд, потому что 30 секунд, Лорд уже 100% выйдет и дойдет до Т3. Рафа, ну, никак не успеет просто тут. Но я не думаю, что можно как-то тут Ферлика остановить. У него 8900, ближайший к нему из команды Генфликс это Клауд 5600. Поэтому смотрим, что смогут сделать Геймфликсы 5 в 4, при том, что еще топ отпушили. Перефарм уже 10 тысяч почти. Очень тяжко будет дефаться с керри 10к. Практически двойной перефарм. Ну и полетела ульта Чанки у нас. Видим, что там Рафа практически успеет, но Лорд уже задефан. На боте что происходит? Керри просто этот тавер грызет. И почему-то никто не захотел его дефать, кроме Эсмы. Ангела ульт, по-моему, в керри, да, но довольно бесполезный. И сейчас должны залетать 5 в 5 просто в мид. У Клауда нет ульты, у Чанки еще не откатилась. Минус Сильвана уже. Чанка наконец-таки ульта, но мид уже запушен. Пол-хпшная Лои идет на базу хилиться. 4 в 5. Можно ли это закончить? Сейчас узнаем. Так, схавали пассивку трое игроков. Так, Ванван у нас добивает Лои. Клауд играет по антимейджу, но там вообще практически нету дамага. ВВ настакалась, ульта довольно слабенькая. По фуловой эсме практически ничего даже и не снял. 5 в 3 у нас ситуация. Раздамаживают эсму, минус эсма, щитки пошли. Просто 0 урона от Клауда. И это, скорее всего, ГГ 5 в 1, 5 в 0. И все.
Команда Эвосов очень сильно уничтожила, да, команду Аэровульф в третьей катке. Можно ли считать полноценным возвращением в чемпионов мира первого чемпионата мира, да? Небольшой каламбурчик произошел. Думаю, да, можно, потому что очень уверенная третья игра. Сейчас мы посмотрим еще с вами катку против Альтер-Эго Эвосов. И, господи, у него аж уши устали. Бедненький. Ну, для начала, я думаю, можно посмотреть Оников против Альтер-Эго, потому что... Ну, чтобы так, полноценно вы понимали, как тут обстоят дела в азиатском регионе, в индонезийском регионе. Также хочу напомнить, кому нравится транса и кто хочет больше таких трансляций, поддержите трансляцию лайком. А также, если кому нужен буст в старте сезона, обращайтесь в ЛС в Дискорде, либо в ВК, либо в Инсте, все ссылки в описании. Летим смотреть на нереальных Альтер-Эго против Оников. Любимый всеми Леомерфик спамит 20 миллиардов тысяч диксиллионов раз в секунду эвосы. Точнее, ну, стикеры. И, соответственно, ТП-хлку. Альтер-Эго, го-го. Полетели. Лои против Каги у нас будет стоять в миде. Клауд против Лисуна. Старт за командой Оников. Кстати, на сайде у нас мы видим Бальмонт. Тут некоторые зрители привстали, отдали почтение, сняли шляпу. Так, начинает с синего у нас команда... Кто это у нас? Это у нас Альтер-Эго. Кстати, Бруно со щитком. Непонятно почему со щитком. Довольно опасно иметь щиток против Оников. Санс считается лучшим мидером, ну, по крайней мере, на Киме. А также одним из лучших на Лисуне, как минимум, по моему мнению. Очень быстро фармит, просто пылесосит все, что видит. Забрал также он сейчас у нас, видим, хилищей. Сочи, почему перестали Харита пикать на мид? Потому что банально по КД какой-то танк с контролем, ну, либо какой-то контроль в принципе присутствует, и Харит тупо не выживает. Поэтому и, скорее всего, и перестали пикать его в мид. Но зато на сайт Харит также полноценно жив, и очень даже, я вам скажу, жив, потому что его по КД банят на третьей пике. Забирается у нас Лисуном второй баф, Клауд также уже почти забрал, чуть-чуть отстает Клауд от Лисуна, но это тупо за счет дамага. В миде раздамаживается у нас чуть-чуть Кага. Лои, кстати, фуловая, Леомерфик пока не видим, как спамят. Но все впереди. На боте у нас Уранус против ВВ. Но там ВВ, по идее, ничего не сможет сделать Уранусу без гангов. Поэтому ждем гангов. Стрела неприятная для Клауда. Меньше пол хп остается. Ему нужно хилиться черепаха 5 секунд. Бруно со щитком, но тоже не айс. Не айс прям, да. Опять же, неприятная стрела. Продамажили чуть-чуть Бруно. И практически вся команда Альтер-Эго продамаженная, кроме Леомерфика. Ну, он тоже продамаженный. Но просто он танк, ему немножко пофиг. Возвращается у нас команда Альтер-Эго на черепаху. Не хочет просто так отдавать. Просто отводят. В итоге Удил немножечко тут ошибся. Почти -1, но щиток, кстати, от Бруно ничего не сделал особого такого, да. Но если бы попал бы флеймшот, может быть, и засейвил бы он у нас тут Удил. Удил тэпнулся на базу, знают это Оники, просто играют по черепахе. Клауд у нас ультанул, по-моему... А, нет, просто забрал мид. Ульта Бальмонда, смайт от Лисуна, ульта от Лисуна. И черепаха в копилочке у Оников. Перефарм у нас пошел уже 700 голды. Но за командой Альтер-Эго пока что Клауд. Уранус пока смещался, ему ван-ван спушила полтавра, даже чуть больше полтавра. 172 голды мы видим. Захавала. Приятненький такой бонус, да. Вкусненький, особенно на ДК на сайде. Бальмон также уже быстренько фармит себе пак. И пока что Бруно проигрывает явно ван-ван. Хотя бы по мобильности уж точно. Ульт Каги по пакету. Пакет флик выживает. Сильвана, по-моему, ультанул со флика. Да, ульт Сильвана со флика в Лои. Минус Лои. Флеймшот. Стакнется ли тут ван-ван? Щиток прожимает дамага. Вообще 0 по ВВ. Ну как 0, она фуловая была, стала продамаженная и даже лоу хп. Сейчас могут ли забрать они у нас тут Урануса? Да, конечно. В итоге размен 2 в 0.
Счет у нас становится 3-0, почти 2000 перефарма за ониками. Клауду также продолжает не давать фармить, Кибой, точнее, извиняюсь, продолжает спамить. На боте видели, небольшая монеточка у нас улетела в никуда. Но зато на топе приятный бонус в виде Бруна для команды оников. Также у нас без флика, помним, Лео Мерфик, он должен тут умирать, по идее. Со флика ультут Бальмон. Там на боте непонятно, что произошло. Умер у нас Клауд. Без флика, опять же, еще была Луи. Ее также ловят и убивают. Без смайта Лисун. То есть он засмайтил, замедлил, просто добил. Скорее всего, минус вся голда на топе сейчас должна быть. За 30 секунд, возможно, успеют. Также минус Уранус. На боте просто полная аннигиляция. Минус вся голда. Минус Клауд там был, минус Уранус. Так что пока что все за командой оников. Также сейчас должна черепаха улетучиваться к команде оникам. Ну и перефарм будет где-то 6к. Бруно, напоминаю, со щитком. Вообще не жалеет Бальмонт ульты. И просто вообще по максимуму пытается отжать у Бруно голду. Ну вот. Черепаха отлетает, перефарм у нас 5к, мы видим, есть 5100 даже. Тут у нас играет Лео Мерфик по Каге, но особо никаких тут у нас ничего для Каги не сулит. А вот по Уранусу играет ВВ, и скорее всего это килл. Да, килл у нас происходит. Лисун играет по Лео Мерфику. У Лео Мерфика уже есть флик. Должен он фликоваться, либо умирает. Нет, он все-таки решил умереть. Ну, там Бальмонт еще подходил, так что там не особо он и выживал. Опять же, Клауд у нас подлавливает Сильвана на боте. Очень хорошо отыгрывает Кикабой. Клауд вообще без фарма пока что идет 0-2-0. И все печально для него, как и для его команды, потому что на сайде Бруно со щитком. Вообще непонятно, что он будет делать. Довольно сильно, я так понимаю, недооценили соперника Альтер-Эго. И вот как это во что вылилось. То есть 7000 на 5-й минуте. Это очень сильно, при том условии, что там Клауд, который вообще без голды абсолютно. 2 пассивки захавал Лисун. Неприятно, но не смертельно, да? Опять же, отличный ультимейт от Кибоя. Почему я Кика хочу сказать? Наверное, потому что у нас такой стример, ютубер есть, да? ВВ настакалась, убивает Клауда. Посмотрите просто на команду Альтер-Эго 0-3, 0-3, 0-3, 0-3 и 1 Ахмат 0-1. Ну, на самом деле ничего смешного. 9000 преимущества за ониками. И пока непонятно абсолютно, как это все будет камбэкаться. Пошел тотальный прессинг по морали от Кибоя на Сильване. ТП-халки уже там просто спамятся 24/7. По билдам вообще нету предметов. Разве что Уранус собрал Керасу и Бруно криты. Но если посмотреть налево, то там уже по 3 предмета. Ну ладно, 2 предмета есть, а 3-й только начал собираться. Все равно 2 предмета — это очень большое преимущество. Сильвана ульта, флеймшот Кага не долетел, и так убили у нас Луи. Также там Лео Мерфи добили как-то непонятным образом. И тут у нас Уранус просто выживает на лоу хп от Лисуна. По сути, могли и добить его тут, как-то закрыть. И минус еще бы Лисун был бы, да. Перефарм уже больше, чем 10 тысяч, то есть 11к, даже 11 с плюсиком небольшим, там 200 голды где-то. Все бафы отлетают команде оников. Бальмонт, мы помним, идет фулл танка. Также Сильвана фулл танка. Неизвестно пока, соберет ли она антихил там, чтобы антихилить. Но Кага для антихила также есть, так что все хорошо по антихилу. Для Урануса, для Клауда, для Пакета. Сильвана ульт. Неплохой. Кага просто миллиарды дамага, но там жезл, там часы есть, мы видели, показывали когда билды. Поэтому просто очень много дамага, даже флеймшот не пришлось тратить. Возможно, тут будет сейчас залетать со флика. Ну, был бы хоть кто-то из команды, да, тогда бы залетел, я думаю, на Бальмонде. Лорд 70 секунд. Лисун пошел на свой красный. По-моему, там впервые в жизни забрали красный Альтер-Эго. Ну ладно, 2-й раз или 3-й раз. Или они там просто в засаде пытаются как-то кого-то найти. Ни одного Т2, Т1 также нету у Альтер-Эго. Зато все товары стоят у оников.
не отпушивают паки, видите, да? Специально, чтобы не получали голду противники. То есть они только увеличивают разницу в голде. По билдам ВВ до сих пор без сапога, 3 предмета. У Клауда до сих пор нету жрута. И просто все печально. Ну, также там у многих нету первого предмета, на самом деле. А у команды Оников там уже по 3 предмета практически на каждом, да. То есть тот же Лео Мерфи без предмета, у Лои книга. Ну, я не считаю это за полноценный предмет. Особенно если ты проигрываешь на 2-3 предмета противнику. Ну, вы просто на это посмотрите. Прожимается щиток, прожимается флик с ульты Бальмондом и просто добивается у нас там Бруно под всеми этими щитами, непонятно под чем, просто улетучивается. Сильвана ульт в никуда, но зато за это забирают у нас Тавр Оники. Клауд пытается что-то выформить, наконец-таки жрут, может быть. Что с АЕ происходит? Просто законтрили максимально. То есть вы видите эту... Как включается Бальмонт в игру просто. Там где-то файт какой-то. Бальмонт сразу же... Господи, 10-я минута. Клауд только-только собирает жрут. Это просто что-то с чем-то от Оников. Потому что, кстати, интересно, если бы сейчас Лорд забрал бы хилищего, то Лорд был бы под ускоряющим, чикак. Я всегда вот, когда вот на таких крополях остается хилищий, и Лорд вот так кастует, задумываюсь над этим. Еще с тех времен, когда был хилищий, до реворка. Тем временем забирается у нас Лорд Ониками. Ни одного тавра, продолжаю говорить, не упало у Оников. Непонятно тут, что делает Бальмонт. А, он не хочет отпушивать линию, где идет Лорд. Все понял, все понял. И отпушивается как раз все линии, кроме Лорда. Тут Уранус, кстати, можно и подловить. Сразу же прожимается ультимейт, чтобы хоть как-то выжить. Но от Лисуна вы видите просто сколько дамага. После зимнего у нас тут ульта Бальмонда накрывает. Также стан по Клауду минус Клауд. 3 в 5. Ульта Сильвана Софляка отличная по Бруно. Бруно просто умирает. Лои тэпнулась там куда-то, но уже не важно, потому что Лои одна против 5. Также остался щиток еще на ван-ван. Ну, если прям вообще заморочиться. Но особо это ничего не решит. Просто перфект игра от Present Оников. Соответственно, просто прекрасная реализация своего пика от Оников. Очевидно, что все рады. Переходим к билдам. Так. По билдам. Лои собирает у нас кристаллик сразу, видимо, потому что не хватает дамага. Хочет хоть как-то компенсировать дамаг у нас. Но там катка уже закончилась, поэтому удачи и в этом. Непонятно, что собирал у нас Бруно. Либо же он просто собрал часть вампирика, чтобы хоть чуть-чуть хилиться, да. По команде Альтер-Эго все стандартно. У команды Оников, так, Лисун все стандарт, зимний на Сильвану, кстати, не стандарт, и также нестандартно то, что на Уранусе зимний, но, по-моему, это даже ему во вред было, потому что он нажал зимний, а потом выходит из зимнего, и его просто Бальмонт накрывает этой ультой, и, соответственно, ну, такое себе. 21-2 закончили игру Оники против Альтер-Эго, напомню, что Альтер-Эго были топ-1 довольно долгое время, и хвала и честь Оникам. Заслуженно занимают пока что позицию второго места в индонезийском МПЛе. Вот. МВП, очевидно, должен тут брать Лисун. 61 тысяча дамага видим. Санс, вот он, вот он. Кто задавался вопросом, как выглядит Санс? Тот самый Санс. И не будем долго затягивать, переходим сразу ко второй игре этой пары. Напомню, кому нравится трансляция, прожмите лайк, потому что это помогает продвижению канала, а также подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И таких трансляций в дальнейшем будет больше. Алиса, Грэнджер, Кагура, Фаша и целый кусак у команды Оников, пакет, Ланс, Ван-Ван, Тигрил и Люнакс от команды Альтер-Эго. Наконец-таки мы увидим игру с Кусакой, потому что он по КД у нас в бане просто на любых турнирах индонезийских, филиппинских. Спасибо большое всем, кто смотрит и кто желает удачи. Большое спасибо. Видим, что Ланс начинает у нас с синего бафа со своей командой. То есть это Альтер-Эго.
Да, это альтер-эго, все правильно. Непонятно мне, почему Леомерфик начинает с бафа на Тигриле своего. Он должен вроде бы мешать вражескому мидеру баф забирать, но да ладно. Кусака также на бафе пытается не дать быстро Лансу забрать. Кто не помнит, баф забирается очень долго. Чем больше людей на бафе, тем больше защиты у бафа. Соответственно, дольше забирается баф. И мы видим, что Грэнджер, мидер Оников, гораздо быстрее забрал баф. Тут Кагуру что-то сильно продамажил Ланс плюс Люнакс. Вынуждены тэпаться на базу, хилящие за командой Оников, и перефармим максимум, там 100 голды за счет как раз таки этого хилящего, по сути. Все остальное пока стандартно. Фаша против ВВ, ну, должна выигрывать Фаша, но у ВВ щиток, поэтому там надо смотреть, как скиллы раскастуют, как по дамагу разменяются и так далее. Но чисто теоретически Фаша точно должна выигрывать ВВ. Ульт у нас по Леомерфику, должны у нас забирать, ну или Флик прожмет, Флик прожимает все-таки, и пол хпшный тэпается над базу. 20 секунд до черепахи, на топе Алиса получит четверку, Кага нет, кстати, не получит четверку, за счет того, что ее продамажили, помните, вначале она улетела, и, соответственно, не получила четверку. Пай тем временем также не четвертый левел, потому что Ланс у него чуть-чуть левела захавал, но там не особо вроде бы и намечается за черепахой файт. На боте у нас файт, в котором ВВ в итоге в минусе по хп практически x2. Черепаху у нас тут бьют оба мидера команд. Кстати, Ланс выживает на одном хп, убили Грэнджера. Ланс на одном хп смайтит черепаху, Ки-бой со флика влетает, убивает Ланса, за это его хоронит вся команда альтер-эго. И в итоге мидер на мидер, но еще танка убили. На самом деле не особо, ну, типа, какой-то ужасный размен, потому что мидер на мидера, разве что небольшой минус, то, что черепаху забрала все равно команда альтер-эго, а черепаха это опыт. Думаю, каждый встречался в катке с тем, что когда забираете черепаху, на танке особенно это видно, когда третий левел забирают черепаху, к примеру, твоя команда, и ты сразу становишься четвертым. А когда противника, соответственно, ты видишь, как третий левел танк становится четвертым, и ты со своим третьим на него смотришь такой и думаешь, за что? Почему ты с четверкой, а не я? Но, тем не менее, забирают бафы у нас Гренка и Ланс. Направился Ланс на красный, а Гренка на синий. Под мидом Кусака плюс Кага против Тигрила плюс Люнакс. К ним смещается Фаша. Может быть, тут что-то произойдет. Пока непонятно. Гренка у нас на топе. И... Так, стоп. Мне кажется, или музыка не играет? А, нет, играет. Все правильно, все хорошо. Да, все играет, извиняюсь. Небольшие технические неполадки, точнее палатки, просто решил проверить. Итак, ничего особенного не произошло. Гренка забрал у нас небольшой крабстер на топе. Тем временем на миде у нас делает альтер-эго килл на Кагуре. За ошибку заплатила смертью. Также Ван на боте дерется с Фашей и умирает. В итоге она прожала щиток, непонятно. Очень сильно не просчитал дамаг Ахмат, видимо. За что поплатился. SW в итоге выигрывает линию. Перефарм практически 0, ну там 300 голды за альтер-эго, но это вообще ничто. А особенно если учитывать, что АДК против Ланса будет... Ой, как тут продамаживают Алису. Была вроде бы фуловая, в итоге осталась на пол хп. И Пай, который на пакете также пол хп, ну чуть меньше, окей. Решил с базы все-таки тэпнуться. Но тут не бьют черепаху, поэтому все нормально. В лейте Ланс будет все же похуже, чем АДК Грэнджер, да. Отдается 2 ульты у нас в Тигрила. Минус Тигрил, Фаша и Грэнджер без ульта. Должна добираться тут Люнакс. С автокастом ультует Кага, довольно плохая ульта, но все равно добирается тут Люнакс. Не успевает помочь альтер-эго своему тиммейту. И в итоге ситуация 3 в 5 на карте. Может ли тут добрать Селебой у нас Кусаку? Ки-боя. Не получается это у него. Грэнджер за это время пока забирает черепаху. Плюс 1000 голды. Перефарм. Даже 1100. Да. Ну и тут Фаша ультует у нас по ВВ, которая сместилась в мид.
Соответственно, весь ботлайн просто сместился в мид, а ВВ еще и продамажила Фаш и отправила ее на базу. Ну, Фаш и ВВ, соответственно. Вот. В итоге решает команда Альтер-Эго свапнуть лайны. Так, на миде у нас файт начинается. Лео Мерфикт, лоу хп, должен умирать. Ульта Каги. Что-то очень мало дамага было по Кусаки. В итоге просто Лео Мерфика убили. Селебой на лоу хп на лансе остается вынужден тэпаться на базу. И на миде запушит лимит Гренка. Ну, тычки что-то прям овер жесткие по таверу. Снимается 1/5 хп у тавера. Ну, не допушил, правда, но да ладно. Лоу хп тавер в миде, это все равно очень хорошо. Свапнулись лайнеры. ВВ с пакетом. И теперь пакету довольно легко стоять с Фаши. И Фаши крайне неудобно стоять с пакетом. Так, у нас тут может даже добить Ланса. Ой-ой-ой, Ланс выживает просто на очень маленьком хп. А Фашу добили. Ну, правда, Фаша практически всех крипов и забрала. Вышку не забрали. Альтер-Эго, соответственно, особо много чего и не потеряли, да. Всего лишь 1000, ну, там где-то 300 голды вышли в плюс. Перефарм все же сохраняется за ониками. Свапнулись, кстати, сайдеры уже оников. Алиса с Фашей. Фаша пойдет, скорее всего, сейчас топ. А Алиса уже на боте. Черепаха у нас 10 секунд. Будут ли команды драться за нее, пока непонятно, потому что Кагура тэпнулась на базу. Грэнджер только идет с бота. А команда Альтер-Эго что-то и не хочет особо черепаху. Ну, опять же, мапхак только у нас с вами. Мы видим всю карту, а команды, которые на экранах, они все же играют без вижена по картам. Непонятно, в кого ульта от Гренки. Довольно плохая ульта от Гренки. Черепаху уже пол хп. Бьют просто вовсю обе команды практически. Ну, в основном Альтер-Эго. Забирается у нас, кстати, черепаха Гренкой. В итоге продамаженная вся команда Альтер-Эго. Лоу хп у нас Ванван остается. Ванван добивал там Алису. Ванван убивают. Убивают также Тигрила. Должен тут умирать Ланс. По идее, Кага все-таки выживает. Пай остается 1 в 4 на этом файте. Люнакс ему не особо хочет помогать. Вот только-только идет. Возможно, она еще из-за этого и умрет. Люнакс, конечно, убивает Фашу. Ой-ой-ой. 1 хп Кусака, 1 хп на Каги. Кагу все-таки добирает Люнакс. А вот, кстати, Люнакс в двоих разменяла себя. Довольно хороший размен, я считаю. Но, правда, мид черепаха все же за ониками. Также Гренка еще заберет, возможно, баф этот. Реплей нам еще раз покажут, что тут просто нереальный какой-то космический файт. Алиса вон влетает. Ванван настакалась, там щиток прожала, добивает Алису. В итоге потом добили ВВ. Тигрил пытался ультануть Кага, ему сбило флеймшотом. Тут потом Ланс чуть-чуть не добил Кагу. В итоге Ланса добили. Кстати, тут пока реплей смотрели, Ланс опять умер как-то. Но Ланс умер, кстати, за Гренку. То есть размен довольно хороший. Перфар тем временем 2К, плюс Ахмат запушил или не запушил у нас, ну или у Альтер-Эго, го. Не запушил, кстати, Альтер-Эго топ, и убивают его также. 2200 перефарм, нет, наоборот, 1800 перефарм за ониками. Тут у нас сидят в кустах Лео Мерфик плюс удил. Хотели, если бы Кага чуть-чуть загуляла, что-то предпринять. Надо топ дефать, а то топ упадет и еще хуже станет все. Так, у нас тут нереальный селебой убивает Фашу, но сам предательски умирает. Размен ужасно плохой, потому что саппорта главного кора мидера, ну такое себе. Так, пока играет у нас тут Пай на пакете. Убьет ли он ее? Нет, не хватает у него чуть-чуть. В итоге Кага выживает, пакет, скорее всего, умер, да, умирает. Еще тут может умереть Лео Мерфик, он без флика, да, он должен умирать, и это должен быть, скорее всего, лорд. 2900 перефарм. Все 5 игроков уже мы видим от команды оников живы. Ну, Фаша там вставала, и вот она уже летит. А у Альтер-Эго одна лишь Люнакс под лордом. Непонятно, что она пока может тут сделать. Бежит Ванван на всех парах. Бежал у нас там Ланс, но очень далеко все, конечно.
Ой, как сильно продамажили ВВ. Больше пол хп. Флеймшот, правда, потратили плюс 2 ульты Гренки. Ну и лорд за ониками. Лорд, напоминаю, не усиленный. Он кустами... Он ультой кусты чекал. Но он, правда, там не особо их и прочекал должным образом. Ну да ладно. Ну, то есть там Леомерфик стоял вот как раз в центральных кустах. И он по нему не попал. Такой себе чек кустов, да. По билдам у нас что в ВВ? Собирается щитофин, 2 слота есть, Т2 на миде точно падает, ульт Фаши довольно очень хороший, пол хп у Ланса, он летит, просто хилится со всех паров. Т2 на боте также падает, Гренка хочет на боте что-то сделать. Я думаю, запушить Т3, Алиса пока на топе отпушивает лайн, Т3 на боте нету возможности забрать, крипов банально нету, они только идут. Мид крипы подошли, но их спокойно должны дефать альтер-эго. И, по идее, заканчивается все это только Т2 на топе. В результате всех разменов у нас 5000 за ониками. Это 3 предмета. Ну, если по 2000, да. И один какой-нибудь пол предмета, да. Хорошо, тут Лан закрыл у нас Ахмада. Но Ахмад мог бы прожать как бы немножечко щиток, да. Чтобы хоть чуть-чуть. Чтобы хоть чуть-чуть выжить в той ситуации. Но Сильбо хорошо сыграл и закрыл его своим плечом. Видим, что Люнокс у нас еле-еле выживает от ульты Фаши. Приходится ей прожать светлую. В итоге она на базе. Ну и в принципе вы можете понимать, что прям очень все печально, потому что Фаша просто миллиард дамага. Опять же ультимейт от Гренки по Тигрилу для снижения дамага. Ульт Фаша опять же по двоим. Опять же пол хп сняла ВВ. И как обычно идет хилить хп персонаж после бомбежки Фаши. Ну, очень неприятно на самом деле, когда Фаша снимает тебе с одной тычки пол хп. Фашу, видимо, уже 3 предмета с кристалликом. Сейчас, скорее всего, проник собирается. Гренка с поясом, с керасой. Всего лишь с 2 дамаг предметами. Ланс зеленка почти собрал. Люнокс, кстати, уже есть дамаг. Щитофин еще далеко довольно-таки для ВВ. Ну и, кстати, тут может быть минус, либо плюс. По-моему, зря прожался тут флик на Алисе, потому что Гренка еще его ультой поддерживал. Ну, кстати, тут, возможно, догоняют команду альтер-эго. Да, должны догонять, потому что там может закрыть Кага с Фашей еще. Правда, что-то не захотели закрывать. Леомерфик почти пол хп. Ахмад чуть больше пол хп. Вот. Ульта от Фаши. Ланс замечает это. Опять же, все отдает, чтобы убить Фашу. У него это получается. Правда, Кагура его за это добивает. Там чуть-чуть не повезло, что Фаша флеймшот дала в Ланса, когда он был близко, и она его просто откинула, а могла бы чуть продамажить. Соответственно, Ланс бы не убил бы ее. И все было бы еще гораздо лучше для команды Оников. Но даже так довольно все хорошо, потому что саппорт меняется на целого мидера со смайтом. Еще раз нам показывают этот килл. Вот Ланс на ульте просто прилетает. И вот там как она дает флеймшот в самый последний момент. Да, видели? Ну и там еще флеймшот Кага кинула. А если бы она с флеймшота начинала бы, то он бы, скорее всего, умер. До того, как дошел бы до нее на ульте. Спам небольшой ТПшками. Пол хпшный Тигрил решает, что ему лучше отхилиться к файту на лорде. Гренка уже, кстати, стартует лорда. 40 тысяч хп у лорда уже превращаются в 30. И отводят просто лорда. Кибой показывает, что в нижних кустах стоит пакет. Ван справа. Пакеты сейчас кидает. Не особо чего решили сделать по нему. Ульт Фаши по Тигрилу на самом деле не самое лучшее решение. Но все равно пол хп оставляет пакету. Заставляет его тэпнуться, скорее всего, на базу. Либо драться пол хпшным. Так, тут Ланс опять же ошибается. По Каге пытается сыграть. Добыть килл важный для команды. Но нет. Слишком много фарма у команды Оников. И в итоге Кага сама убивает Ланселота такого за такие агрессивные действия. 20 тысяч хп на лорде. 100% лорд для команды Оников. 8, даже в 9 тысяч перефарма
в копилочке. Соответственно, Т3 точно на топе должен падать с прокаста лорда. Заберут ли еще какой-то Т3? Вот в чем вопрос. По идее должны, потому что фарм позволяет. Пик также. Почему бы и нет? Показывают нам билды. Появился басик на Кусаке, антикрит на Тигриле. Вообще не намечается басика, который бы довольно хотелось бы иметь. Ну, к примеру, он дал бы басик Лансу, и Ланс бы шотнул какую-нибудь фашу или Кагуру за ульту. Что маловероятно, конечно, за счет флеймшотов как раз таки. Ну и тут Тигрила просто стан. Ну и Тигрил лоу хп, кстати, выжил до сих пор. 2 флеймшота, ульта от Грэнджера минус ВВ. Абсолютно не танчит, на топе уже тавер упал. Пайп пытается добить на пакете фашу. У него это получается сафлика. Минус пакет, к сожалению, за это. И в итоге размен 1 в 2. 4 в 3 сейчас будет команда Оников Альтер-Эго дефать. Кстати, Кусака чуть-чуть ошибся. Умирает Кусака просто ни за что. В итоге только 2 Т3 забирают у нас команда Оников. И остается на плаву Альтер-Эго. То есть до сих пор могут играть. А могли, кстати, сейчас закончить игру Оники. Кусаке чуть-чуть не повезло. Он ультует. И там Силибой до фонтана его просто довез. Ну и фонтан нам просто за секунду схавал Кусаку. Ожидаемо, да? Так, по голде у нас больше 10к. Довольно большое преимущество. Небольшая вылазка на топе. Ланс опять же загулял. Флеймшот не попал Каге по цели. Так бы добивал Ланса. Еще один флеймшот полетел в Фаши, но не в цель. Хотелось бы по Лансу, да, чтобы убить. Смайт от Санза по Люнакс. Колоссальный дамаг могут убить. Люнакс флик. Но тут должен умирать Тигрил, потому что нету флика, нечем уходить. Ван умрет. Ли настакалась. Зимний прожимается на Алисе. В итоге Алиса не умирает. Тут у нас Ланс, походу, пытается убить Гренку. Но помним, что у Грэнджера 2 слота на физдев. В итоге вообще 0 дамага. Плюс у него сапог на физдев. Плюс минусуется трипл киллом от Гренки пакет. И в итоге 5 в 2. Ладно, 4 в 2. Я что-то пропустил, как Алиса у нас умерла. Видимо, от Люнакс. Так, Ван тут что сможет что-то противопоставить. Щитка у нее помним, что нету. Только что отдавала. Люнакс 1 в 4 пытается что-то сделать. Но крипы просто пушат этот трон. И не оставляют шансов Альтер-Эго. Оники выигрывают 2-0. Недавно лучшую команду Альтер-Эго, которая выиграла MPL Invitational, а также, по-моему, просто MPL. По билдам давайте быстро пройдемся. Тигрил, антикрит разве что подметил я. Остальное все стандарт. Люнакс, фулл дамаг. Скорее всего, Люнакс МВП, проигравший своей команде. Или баланс. Но скорее Люнакс, у него 5-3-2 все же. Гораздо меньше смертей. Серп заменил на... Точнее, наоборот, ботинки на серп заменил у нас Грэнджер. 3 дамаг слота, 3 деф слота, поэтому Ланс его и не пробил в том файте. Крыло сработало. Кусака фулл деф, Кагура фулл дамаг. С зимним у нас Фаша видим, с зимним Алиса. И все, в принципе, более или менее стандартно. Прекрасный отыгрыш у нас от Оников. Конечно, не 21-2, как в предыдущей, но все равно это 2-0. И Оники сейчас, как минимум, топ-2 команда на индонезийском МПЛ. Кому нравится трансап, поставьте лайк. Кто не подписан на канал, также подпишитесь на канал. Также напоминаю, что действует буст-сервис. Обращаться по поводу буста в начале сезона, а также в течение всего сезона в ЛС, ВК, в Дискорд, в Инсту, кому как удобно. Сейчас посмотрим катку Альтер-Эго против Эвосов. Напомню, что Эвосы сейчас считаются топ-1 командой на всем МПЛе. Камбэкнулись чемпионы мира, первого чемпионата мира. Правда, другим составом, но все же. И каточка против Альтер-Эго. Пакет
Пакет Люнакс, Эсма, Грэнджер, Алиса против Диги, Лисуна, Бейна, Урануса и Фаши. Кстати, тот самый Бейн, который реворкнул, который с дамагом просто колоссальным. Соответственно, смотрим. Диги пока что, опять же, непонятно против кого взят, потому что из контроля только рут от Алисы, рут от Эсмы, и от стана там небольшой контроль. Я бы не сказал, что это прям нереальный какой-то контроль, но зато по дамагу все у эвосов очень даже хорошо. Это Грэнджер, это Бейн, это Фаша на лейт, да, а от команды Альтер Эго это все же только Люнакс, Гренка плюс Алиса. Думаю, тот, кто не встречался с дамагом Бейна, сейчас все прекрасно увидит, и ему понравится Бейн, и он пойдет просто тестить этого нереального Бейна в ранкете. Бейн будет как раз против Алисы. Начинаются с красного бафа у нас Альтер Эго, Грэнджер плюс пакет, Люнакс с мида, а эвосы трое с мида начинают. Диги пытается закидывать бомбочками уже Люнакс, продамаживать. Эсма будет стоять на топе против Урануса, и происходит небольшой инвейд от Диги. Диги, походу, фит, кстати, со щитком. Уже умирает он. Ну, может, не фит, просто, типа, не получилось заинвейдить. Но видим, что продамаженная команда Альтер Эго. Леомерфикт вообще пол хп. Успеет ли еще одну бомбочку кинуть? Вот в чем вопрос. Да, успел кинуть. В итоге Селебой пол хпшный. Лисун пошел на синий свой. Пакет также идет мешать ему. Пока что он справляется с этим. То есть Лисун отпустил синий и просто пошел на красный свой. А Диги, кстати, справляется со своей задачей мешать Грэнджеру. И Грэнджеру также очень неприятно. И не может он просто забрать свой баф спокойненько и жить. Диги уже 0-3. Возможно, все же это Диги фит. Вот эта мерзкая стратка. Но что поделать. Не дает он тэпнуться тут Гренки. Кстати, может добить даже его. Нет, не добивает. Сагрилась бомбочка на пакет. И уже 0-4 на Диги. Всего лишь 100 голды будут давать со следующей... Точнее, с этой смерти. И дали всего лишь 100 голды на троих. Ну и, соответственно, там разделилось. И чуть меньше, чем 100 голды. Со следующей, по идее, там порядка 80 должны давать. И с каждой смертью до 8 смертей будет все меньше и меньше давать голды. До сих пор, как видите, не забрал Гренка баф. 3-й левел. Лисун уже с 4-кой на боте прессует с Бейном Алису. И пока что весь план у эвосов пока что удается. Фаша ульт убивает и Гренку. Нет, не убивают все-таки тут Фашу, Люнакс. Люнакс также пыталась добить тут Фашу, но не получилось у нее. Ахмат, Леомерфи флик. Добьет ли он тут Фашу? Скорее всего, да. Плюс флик отдала Алиса, по-моему, да. Отдает 2 флика, чтобы убить Фашу. И в итоге у них получается убить. Диги тем временем 0-6. Еще 2 смерти, не будут давать голды за него. Напоминаю. Перефарм 700 голды. Но учитывая то, что Диги фит, по сути его нету. Также напоминаю, что Гренка 3-й левел. 4-й он только-только вот получит с хилищего. А Лисун уже 5-й, и там уже вовсю фармит. Уже с красным, уже с синим, и уже идет на черепаху. Диги убивает, да, Гренку, но за это Фаша убивает Гренку. И в итоге мидер опять 10 секунд будет бездействовать. А если еще учитывать то время, пока мидер будет бежать до бафов, так там вообще все 20 будет. Лисун забрал, как видим, уже черепаху, 6-й левел, все хорошо у него. Также Уранус тут 6-й левел. Не может добить тут антимейджа. По идее Эсма. И на лоу хп сама остается. Сможет ли добить Фаша? Нет, она думает, что она тэпается в кустах. Но Фаша, точнее Эсма, все это дело читает и не хочет умирать там. Диги время выбивает еще больше за счет того, что его очень долго убивает Гренка. Тут на лоу хп выживает у нас Бейн. Сможет ли ему сбить Алису у нас ТПшку? Нет, не успевает. Если бы с самого начала так сделал, то да, успел бы. А так не успел сбить ТПшку. В итоге Бейн сейчас отхилится и вернется на лайн. По голде видим уже, что выровнялись. Даже эвосы чуть-чуть впереди. Опять же, Диги убивают, но у Диги уже не дает голды.
потому что у него 0.9.2. Соответственно, такое себе убивать Диги. Без смайта Гренка, наконец-таки с 2 бафами. Уранус тут пытался заинвейдить. И чтобы малина из жизни казалось, Гренки убивают тут Пакета, который также пытался мешать команде Ивосов фармить, собственно, мидеру. Но за эту дерзость он умер. Так, Диги стянул у нас тут Алису. Алиса умирает по-любому, очищения нету. Только Уранус в этой катке у нас очищ, который как раз сейчас собирает Оракул. Эсма вообще его пока что не может убить. Казни нету. И он знает дамаг на Уранусе и, соответственно, спокойненько живет себе. Также у нас тут умирает опять Диги. Диги 2.10. Как-то он забрал Люнекс непонятно магическим образом. Дрался вроде бы с Гренкой, а убил Люнекс. Так, тут у нас все-таки добирается, кстати, Лисун. А возможно это и камбэчная. Фаша ульт полетел. Бейн может ли тут добить? Ой, как много хп сбил у нас тут Бейн Грэнджеру. В итоге Грэнджер еще и на лоу хп еще и выживать обязан был. Могла ли тут как-то Алиса добить Фашу, непонятно. Но вот Пакет умирает. Алису тут уже просто так не особо и хотят отпускать. Диги 3.10 уже не идет просто так фидить Гренку, потому что понимает, что перефарм уже на стороне эвосов, то есть своей команды. И, соответственно, если он продолжит фидить, то продолжит за него голду давать. Поскольку у него уже есть киллы. Там 1 килла хватает, чтобы опять отрестартить всю эту систему с голдой. То есть 0.8, и ты делаешь киллы, и у тебя опять начинает сыпать голду за киллы. Видим, что у Грэнджера нету пока что первого слота, как и у Лисуна, но Лисун собирает самый дорогой предмет в игре. Это зеленка. Могут ли тут добить у нас Урануса? Скорее всего, нет. Спокойненько себе выживает и продолжает фармить антимейдж. Маны видим, что у него маловато. Тем временем Лисун разминает черепаху и, скорее всего, заберет. Стампа Леомерфику. Еле-еле выживает Леомерфик. Ульта от Гренки. Но нет, ничем не может помочь Грэнджер своему танку. Пакет в итоге умирает. Уранус просто продолжает постоянно пытаться скипать, но вот сейчас он точно будет наказан за это. 2 тычки Ставра, первый скилл от Гренки, от Люнекс 1 тычечка. Ну, кстати, тут размен произошел, и на боте за это забрали Алису. Также на боте упадет Тавр, как и на топе у команды Ивосов. Соответственно, тут все зеркально, и особо прям какого-то преимущества команды не получили. Продолжает сохраняться преимущество чуть больше 2000 за эвосами. Забирается также красный уже Лисуном, поддушивается лес врага. 9 левел против 11, 2 левела разница между мидерами. Ульт Гренки, чтобы выжить, я так понимаю, хоть как-то. Лоу хп Гренка, кстати, уже просто с 1-2 Фаши, но за это Фаша может умереть и должна, да, умирает от Эсмы, но Эсма также умирает, кстати, как и Пакет. В итоге размен у нас 2 в 1. Не особо выгодный размен для альтер-эго, но что поделать, хотя бы такой, да. Потому что перефарм пока что полностью за эвосами. Диги щиток, чтобы на всякий случай засейвить Лисуна, чтобы никаким образом он не умер. Все-таки Лисун тут умирает. Чуть-чуть не подрасчитал дамаг. Также Диги умирает, но Диги не так страшно. Он отреспаунится у нас за 15 секунд на том месте, на котором он хочет. Пытается дальше засплитить топ Уранус, но ему это не дают. Все видит у нас Ахмат. И не щелкает, так сказать, клювом. На боте видим уже черепаха встала. Забирает ее Гренка быстренько, пока нету Лисуна. Только-только встал Лисун. Видим, где у нас Леомерфи. На синем бафе он там засаду какую-то устроил. Сможет ли он забрать в соло Фашу, пока непонятно. Хотя, кстати, дамага более чем достаточно. Еще Грэнджер ему помогает в этом. 2 ульты попадает из 3. И третья не нужна, потому что убивают. Тем временем Лисун убивает Алису 1 в 1 в схватке. Размен 1 в 1, по сути, неплохой размен. Примерно равный. По билдам Гренка в итоге идет также в зеленку, как и Лисун, но Лисун уже зеленка идет в ВБ. Диги с антихилом с басиком. Фаша с антихилом собирает жезл молнии. Уранус собирает наконец-таки физический деф. Скорее всего, Кирасу на скорость бега. По пакету щитофин.
Алиса у нас кристаллик намечается. И Люнекс также будет, скорее всего, жезл собирать третьим. Пока что у него не будет так много дамага, как хотелось бы, да. Т1 еще стоит на миде. Ну, у Эвосов Т1 стоит на миде, также на боте. Что нельзя сказать про команду Альтер-Эго. Все Т1 товара упали, соответственно, огромное количество пространства за Эвосами. А еще плюс к этому, если приплюсовать Урануса, которого не могут убить 1 на 1 никто. С флика у нас летел Бен неплохо, ультимейт просто фулл хп сносит Лео Мерфику, минус еще и Эсма. В итоге 2 в 0. Лорд появляется через 20 секунд. Могут ли сейчас подловить Люнекс либо Алису? Алису, да, могут, видят. И пытаются сейчас ее как-то замедлить и добить. Если фликер, да, есть фликер, но она просто никак не уйдет, по идее. Хотя Лисун ее оставил и пошел просто фармить в лес. Поэтому Алиса тут у нас выживает. Паша на лоу хп также отправляется на базу. Лорд встал. Перефарм 2000 всего лишь. Это, ну, довольно мало. Тут будет уже решать, как прожмутся кнопочки. Там, правда, есть перефарм все же на вражеском мидере. У Лисуна чуть-чуть побольше голды, чем у Грэнджера. И предмет появится на лорде, скорее всего, раньше. Кстати, отдают лорда сейчас команда Альтер-Эго. Хочет убить Урануса. Довольно поздняя ульта от Люнекс. Еле-еле выживает у нас тут антимейдж, но он выживает. Прекрасно знает дамаг по своему персонажу, по Уранусу. За это время забрали лорда Лисун, Бейн, Диги и Фаша. Там, правда, Алиса пыталась показать, сколько хп и так далее. Чтобы подошла команда, может, подрались бы. По сути, могли драться, потому что всего лишь 2000 перефарм. Но не так критично, скажем так, да. Пытался любой хоть что-то еще выфармить. Один левел не дофармливает в сравнении с вражеским мидером. Вот. Лорд пошел по топу. Нужно отпушить и бот, и мид. Тем временем Эсма занимается тем же самым. Не дает по боту пройти мега крипа. В итоге решение приняли ВОСы, что нужно идти с лордом просто и запушивать этот Т3 на боте. Ой, на топе. Поскольку они будут 5 в 4. Бейн со флика просто залетает миллиарды дамага, но успевает Люнекс войти в светлую. Также Фаша ультует. Диги ульт, чтобы Алиса не хилилась по щитам. В итоге Алиса не хилилась, и ее просто добирают за пару мгновений. Также за сплит пушился у нас мид. И также должен Т1 забраться на миде, по идее, да? Ой-ой-ой. Как много дамага от Бейна по Гренке. Сейчас прокатило с простого чиха. Со второго скилла. Фаша ультимейт также по Селебою. Селебой еле-еле живет. Делается килл от Лисуна по Эсме. Пакет залетел по Фаше, но Фаша живет на одном хп. И делается килл от Лисуна по Селебою на Гренке. Делается также килл по Фаше, но это ничего уже не значит, потому что Альтимейдж отправляет кулачок своему тиммейту. Это значит, что они выиграли. 2-0 по картам от Эвосов. Так, стоп. Я что-то немножко вперед ушел. 1-0 по картам от Эвосов против Альтер-Эго. Привет всем, кто подходит. По билдам давайте пройдемся. Диги стандартно. Палочка гения пока непонятно зачем абсолютно. Крыло собиралось, скорее всего, либо Кераса на Лисуна. Уранус зимний. Но в данной катке можно было собирать зимний, потому что у него был перефарм и так далее. А в той катке, в которой я говорил о Нике против Бренов, где там Уранус собрал зимний, в итоге его Бальмонт накрыл ультой. Ну такой, если согласитесь. Алиса все стандартненько. Грэнджер довольно стандартно, разве что ББ дом можно было собрать, либо Керасу какую-нибудь. Но он посчитал, что так будет лучше. Люнекс так и не дофармила до жезла. Возможно, поэтому чуть-чуть не хватало дамага. А мы с вами переходим ко второй игре ВОСы против Альтер-Эго. 1-0 на ваших экранах. Видите пик.
Также, кому нравится трансляция, поставьте лайк на трансу. Также подпишитесь на канал, кто не подписан. А также, кому нужен буст и хотел бы заказать, обращайтесь в ЛСВК, в Discord или в Instagram. А мы поехали. Ангела, Алиса, Бенедетта, Ван плюс Сильвана от Эвосов против Лои, Клауда, Чонга, Селены плюс Эсмы от Альтер-Эго. Отдали Ферксику у нас Беню в мид. И за это Селену забирают у нас Альтер-Эго. Посмотрим, как Леа Мерфи, напомню, это танк, команда Альтер-Эго, сыграет на Селене. Также у нас пик видим два саппорта от Альтер-Эго, то есть это Лои, ну, мейн саппорт можно считать, да, и Селена будет как больше танк, больше с маской и так далее. На топе у нас будет стоять против Ван Чонг Ахмат на Чонге и Ван Кловер. Видим, что Клауда пытаются загангать, но не успевает тут Ферксик поражать смайт. Клауд чуть-чуть прожимает его раньше и, соответственно, забирает синий. Чуть-чуть не хватает Луи, чтобы добить ренджа. В итоге выживает у нас на флике Ангела. Приходит Эсма. Непонятно, что он тут хотела. В итоге еще и умерла. Плюс голда, плюс ФБ для команды Эвоцев, для Бенни в частности. Клауд за это время пытается по-быстрому забрать красный и также топ-лайн. Ну, там зеленых и так далее, да. И, скорее всего, будет делаться ганк у нас на топ. Видим, что уже Селена там. На миде продамажили чуть-чуть Сильвану. И сможет ли тут Леа Мерфи плюс Ахмат что-то сделать Кловеру, у которого, напомню, щиток на Ван. Ну, плюс к нему подошла Ангела, которая чуть-чуть его тоже также может подсейвить за счет замедла. Плюс дамагом чуть-чуть. Клауд тем временем уже с двумя бафами на миде. Выфармил себе четверку. Беня тем временем также выфармил себе 2 бафа, но чуть-чуть отстает по фарму от Клауда, зато по левелу она чуть-чуть повыше. За счет килла, за счет хилищего. Ульта Бени по у нас двоим не прошла удачно. Тут можно забрать кого-то. Клауд под замедлом диким. Ангела не хочет это запускать. Стан по Клауду. Минус 2 от команды Эвосов по Альтер-Эго. В итоге минус Сильвана, минус Клауд. Смайта нету на черепахе. Ферксик уже разминает черепаху. Сильвана там где-то пытается отзонить Сильвану, и чтобы вообще никто не дошел до черепахи. В итоге довольно легенькая черепаха для команды Эвосов. Довольно легенькие 2000 голды на 2-й минуте. Уже перефарм. Напоминаю, что Беня в миде с перефармом будет очень сильно душить, если правильно все делать и прожимать кнопочки. Привет, Миш. Клауд забирает у нас тут синий. Видим, сколько он хп теряет, если он соло будет все это дело разминать. Тем временем Беня уже с 2 бафами на миде продолжает. Кстати, а где Бенин красный? Неужели кто-то забрал красный у Бени? Он только заспаунился. Почему-то там не показывалось время хп. Время бафа. Под топом на красном тем временем Клауд продамаживает Ангела тут Селену. Очень сильно, кстати. Больше, чем пол хп снимает. Ну, на миде тут просто обмениваются скиллами Сильвана плюс Лои. Будет ганк на топ от команды Альтер-Эго. Ну, в частности, на монетку. А там, если получится, то и ВВ может что-то придумать. Но мы видим, что там Бенедетта уже в кустах. На страже порядка. Клауд лоу хп выживает. Не прочитал он то, что Бенедетта может быть тут. И в итоге за это поплатился. С 2 бафами сейчас Клауд умирает. Перефарм увеличивается почти до 3к. Тут попытка убить Лои. Ничем не увенчалась. Даже почти убили Сильвану. Но на топе делается килл по Леа Мерфи. Также делает Бенедетта килл по Эсме. Ангела также ультовала все это дело. Ахмат там закемпил, видели Алису, но не получается у него его убить. Еще и он умирает. Просто все лайны пока что проигрывают у команды Альтер-Эго. Также вот Клауд тут что-то в миде пытается сделать, но его сразу же отгоняют Эвосы. И, соответственно, у Клауда просто 0 фарма пока что. Ну и все печально выглядит, если честно. Клауд не выфармит.
И поэтому мы должны тут ждать какой-то нереальный камбэк. Видим, что уже черепаху разминает Ферксик на Бене, потому что знает, что Клауд на бафе. На топе уже запушила ВВ лайн свой. А Клауд тем временем на бот отправился и забирает Алису. Но поскольку у него фарма не особо много, там скорее Алиса его хотела забрать, чем Клауд Алису, при том, что Клауд выдвигался с таким намерением, а Алиса просто себе фармировала, держала свою команду. Сейчас, кстати, должен продолжать файт, но не продолжает никто по Бене, потому что Селена попала по Бене. Думал, что что-то может произойти. Решили отступить. Так, Ван пытается навязать опять же файт. Пока не хотят абсолютно драться Альтер-Эго. Видимо, нету ничего у Клауда из предметов. 5000 перефарм. Эсма ультует у нас в Ангелу. Флик довольно хороший. В итоге ничего не произойдет. Все пятеро возле мида. Ну, тут не особо, опять же, что-то может произойти. В итоге Чонг смещается на бот. Бенни его ловит на этом. Минус Чонг. Бот будет запушен. Алиса получит очень много голды. Ульта Сильваны по Лои. Ульт Клауда практически в никуда. Там отдалось в отмщение. Так, Ферксик на лоу хп живет. Флик. Флеймшот, точнее, залетел очень хороший. Минус Ферксик, минус Клауд. И в итоге минус 5 игроков от команды Эвосов по Альтер-Эго. Это вайпаут. Перефарм становится 7к. Ну, после того, как сейчас запушат бот. Плюс еще пачечку зафармят. И плюс там Ферксик полетит, скорее всего, на черепашечку, да. Забирается также у Клауда синий. У Клауда, скорее всего, не на ману боты. Соответственно, еще хуже становится все. Показывают нам реплей. Там Беня подловила Чонга, подловили тут Лои. Клауд ультует во все это дело. Очень сильно продамаживает он Бенедетту. Лоу хп тут Беня у нас. Продамаживает также очень сильно. Селена успевает дать флеймшот, добить Клауда. Но тут Сильвана успела дать первый скилл, застанет Клауда и убить его. Моментальная реализация и поддержка тиммейтов. Также добирается у нас тут Чонг и Селена Алиса. И также почему-то Лои и Эсма также мертвы. Не показали нам это. За время реплея все умерли, почему-то непонятно. Слишком быстро. Видимо, очень много фарма у команды Эвосов. 10к по цифрам, да. Но непонятно, на ком эти 10к. Ульт Эсмы по крипам. Сильвана моментально поддерживает ульт. Минус Эсма моментально. Настакалась Ван. Убьют ли Лои? Нет. Минус Сильвана. Не было эскейпа никакого. И в итоге просто продали Сильвану и отошли. Продамажили довольно сильно мид. Чуть-чуть продамажили топ вроде бы. И все хорошо. Мы просто им фору дали. Да-да-да. Неплохо, Ахмат. Неплохо, неплохо. Когда в чатике появляется Ахмат. Так, наконец-таки нам показывают билды. Клауд до сих пор 8-я минута без жрута. Неплохая фора, я скажу. Ангела уже с антихилом, с басиком. Правда, без сапогов. Ну, а в принципе, зачем ей это надо? В Беню вселяется у нас тут Ангела. Минус Эсма будет. Лои также тпшилась, но поняла, что поздно. И, скорее всего, убьют уже. Чонг тут также на одном хп просто пытается убежать. Селену подловила Сильвана, но Селена выживает на одном хп. Нет, не выживает. Ее добивает тут Алиса. Файт продолжается. Клауд ульт по Алисе не может добить, но Чонга там, кстати, добили. Алиса на одном хп выживает. Клауда добивает Беня. В это все время добивают еще и Лои. Опять же, вайпаут для команды Эвосов. Минус 5. Т3 должен падать либо на боте, либо на миде. В любом случае, потому что 4 игроков еще не будет довольно долго. Ну ладно, 3 игроков не будет довольно долго. На боте минус Т3. Успеют ли на миде, непонятно, потому что Селена, понимая, что ничего уже не сделать на боте, пыталась чуть-чуть продамажить этого крипа на миде, но не настолько, чтобы задефать мид, да. И в итоге 2 Т3 падают, лорд стоит, эвосы уже смотрят на этого лорда, Алисе дают баф, ну почти Алисе. В итоге Ван забирает баф у нас. Но, в принципе, почему и не на Ван. И тоже мана неплохо было бы. 3 игрока от Альтер-Эго перемещаются к
лорду, но не прочитали. Лорда пока никто не бьет. Рект показывает, где команда Альтер Эго. Сильвана также там разминается с Чонгом. И Бенедетто с Ван Ван уже стартует лорда. Клауд играет у нас по Ангеле. Сильвана плохая ульта, не успела подловить Клауда. Чонг ульта. Влетает он в троих. Тут стакает пассивочку. Клауд ульта. Минус Сильвана. Быстро Чонг дал казнь. Минус Чонг, к сожалению, тут будет. Влетает у нас Беня. По Алисе играют. Начинается игра по Луи. Минус Луи. Бенедетт на одном хп выживает. Клауд также на лоу хп довольно-таки. И в итоге размен 3 в 3, при том, что файт начинался 5 в 4. Даже 3 в 2, извиняюсь, размен 3 в 2. Поскольку Эсма успела тэпнуться ну, вот тут, где сейчас Ван была. И это файт 3 в 2. И только благодаря тому, что Ангела была мертва с самого начала файта. Так бы этот файт гораздо хуже произошел для команды Альтер Эго. Силибой пытался тут что-то на топе выфармить. И, кстати, по идее, сейчас предмет у него уже почти будет. Неплохой файт, на самом деле. Ну, по крайней мере, не слили игру. Уже хорошо. Правда, начинает уже разминать лорда команда Ивосов. Селена метку поставила, сразу отвели. И решили дождаться красного для Бени. Чтобы еще больше дамага было от мидера команды Ивосов. Показывают нам билды. Алиса почти уже фулл слотовая. Собирает, я так понимаю, Ангела уже за медло. Лорд начинает падать. 25 тысяч хп. Сильвана попадает станом по Клауду. Ангела уже готовит ульт. Но тут уже очевидно, что Альтер Эго не хотят этого лорда забирать. Но случайно отпускают лорда Эвос. И он фулловый. В итоге, да. Клауд 3 слота уже имеет. Но дальше он собирает, видимо, антифиз. По-моему, зря. Тут был лучше Читафин, конечно же. 4 маг-дамага у противника. 3. Ну, против Ван Ван, ладно, неплохо. Настакалась Ван Ван, Зимний прожимает у нас тут Эсма. Ван Ван не прожала, кстати, в нее ульт. Все это дело читают. За это время там Алиса убивает у нас Клауда. Как раз потому, что нету вообще абсолютно никакого дефа. А Алиса фулл слотовая. Могут ли тут добивать Селену? Конечно, могут, говорит Бенедетто. И убивают. Опять же, минус 3 в 0. Довольно плохой размен для Альтер Эго. Как ни посмотри, да. Даже не хотят лорда бить, думают, что, ну и скорее всего так и есть, что закончат даже без лорда. Минус Луи, Беня ворвалась, тут минус Чонг уже, вайп-аут и просто заканчивается игра у нас, потому что, ну должны сейчас патроны просто и все. Вот. С самого начала можно, конечно, было патроны. Хлопает у нас тут антимэч, молодец, выиграл 2-0, поздравляем Эвосов. По праву можно считать их сейчас самой сильной командой в Индонезии, на самом деле. Они выиграли Альтер Эго, они выиграли, ну, просто всех топов. Да-да-да, не надо показывать живот, спасибо. Вот, посмотрим на билды. Да, Луи собирала третьим слотом кристаллик. Эсма 3 слота, очень также мало. Не хватает голды абсолютно команде Альтер Эго. Клауд, видим, что 3 слота есть. Можно уже что-то дамажить, но на деф абсолютно ничего нету. Его просто сжирала либо та же Алиса, либо Ван Ван. Поэтому у Клауда тоже можно считать, что очень мало слотов. Ахмат с антихилом, ну и Потанч так чисто мог. В команде Эвосов МВП взяла по-любому Бенедетто. 9-2-10 ее счет. Очень хорошая игра от Ферксика. Заслуженная победа. Ангела, кстати, вообще без сапогов играла. Антихил также на Сильвану собрался. И плюс еще и Зимний. Очень любит этот артефакт на танков, которые именно маги. Вот. Ну, я думаю, на сегодня будем заканчивать. Кому понравилась трансляция, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кому нужен бус, обращайтесь в ЛСВК, в Инсту, в Дискорд. Следующий стрим, скорее всего, будет в пятницу. Не пропустите. На сегодня, я думаю, это все. Всем пока. Всем удачи.